Моментально садится пыль, нагрудный датчик не подключить, беговых лыж нет, многозадачности не появилось. Заходите в секундомер, выйти из него нельзя, только поставив на паузу, чтобы продолжить время. Программы на них не устанавливаются. Watch Face с довольно приличным экраном убогие. Пульс у воздуха они считают. Спать неудобно так же, как ходить. С мессенджеров звонки так и не показывают. Смайлов нет. Вмятины на вашем корпусе от асфальта появляются моментально, что вы и так видели уже в интернете. А настоящий тест прочности – это тест экрана, который здесь со стеклом Gorilla Glass почти никто в интернете не проводил, я во всяком случае этого не видел. И здесь Gorilla Glass 3 точно такой же, как Gorilla Glass 3 на Amazfit Verge 2. Либо Nexa, как говорится. И вот я его проводил. А к чему это все? К тому, что если наберем сегодня 1000 лайков в процессе стрима, я при вас возьму и порежу экранчик. Во всяком случае, проверим от ножичка, что-нибудь с ними произойдет. Если не произойдет, отлично. Во всяком случае, пока, в общем, еще раз, я не видел тестов собственного экрана с Gorilla Glass 3. А вот и... Ну, убивать их или нет вообще на обзоре, для того, чтобы показать, что тесты должны быть чуть-чуть другими, и 12 армейских тестов это точно не замораживание и кипение. Во-первых, я об этом расскажу, во-вторых, покажу. В-третьих, в принципе, все, что у меня здесь сейчас лежит на столе, все я замораживал, все пинал, иногда это не включал в ролике, иногда включал. А самое веселое, конечно же, опа, сейчас бы взорвалось, это взрывать. Взрывать, может быть, я тоже эти часики буду, но опять же не на стриме. Так к чему это все? Этот магический армейский стандарт, который я пишу позже, это еще тот развод от Amazfit. Вот это вот Military стандарт STD MIL 810G. Чтобы вы понимали, во-первых, это 2014 года стандарт, во-вторых, даже в рекламе у них указано, что у них пройдено всего, есть сертификат только на один из этих тестов, и о нем я еще позже чуть-чуть остановлюсь. А теперь быстро пролечу по 13 причинам. Возможно, они как-то в каком-то месте будут повторяться, потому что это все-таки стрим. Надеюсь, что нет. Дисплей у них на почти 1/10 дюйма меньше, чем у тех же GTR. Это раз. Плотность пикселей то же самое, почти на 100 меньше. Нет вразумительной защиты от влаги и пыли. То есть, когда они получают стандарт, допустим, IP67, IP68, они за это, во-первых, платят, во-вторых, у вас есть гарантия. Что здесь с этим делом, я понятия не имею, что вы можете с ними официально делать для того, чтобы их иметь возможность убить. Дальше, пока вскрываю. Операционка точь-в-точь как у GTR. Придумали слегка новую оболочку, делать новые часы. Получается, они делают новые часы просто репликой старых. Единственное, она чуть-чуть по-другому выглядит. Нельзя загружать музыку, нельзя ее прослушивать, конечно же. Можно только управлять плеером с телефона, как в Mi Band 4 за 1400 рублей китайской версии. Дальше. Нельзя устанавливать другие программы, о чем я уже говорил, и точно никогда не будет можно. Конечно же, нет eSIM, колонки, микрофоны и даже барометра нет. И опять же, говорят, что для того, чтобы они не протекали. Ну, во всяком случае, защита от воды есть во всех Amazfit'ах, кроме вот этих вот первых самых... их самых первых Amazfit Pace. Не забываем прожать лайк за труды, и сейчас я приду к стриму, а пока потихонечку все-таки расскажу основные моменты. Для того, чтобы мы могли их обсудить. Дальше. Следующий фейл. Это стекло, еще раз повторяю, Gorilla Glass 3. Кто мне не верит, можете посмотреть, сколько после этого поколений Gorilla Glass вышли. Хочется добавить еще крепкий русский мат в этом месте, потому что, ну, очень это дешевая реализация. Я с ней столкнулся вот здесь. Как вы понимаете, у меня не то что много эмоций негативных, потому что они не были заявлены противоударными, но вот так. Нет, вирусов пока нет. Дальше, что бы я еще хотел сказать. В них, как вы сейчас увидите, великолепно, просто ужасно выпирает пульсомер. С данной формой это безумно неудобно, я не знаю, с чем сравнить даже. Вот, допустим, пульсомер у Стратоса вторых, вот пульсомер вот у этого дела космического. Когда говорят, что они супер легкие, все Amazfit весят примерно 60 грамм. Я вам в течение этого стрима, в принципе, покажу.
Цена в $149 за игрушку, у которой внешний вид, по большому счету, вот опять же, по моему субъективному мнению, хуже, чем у реплики G-Shock'ов. Но опять же вам решать. Вот, допустим, берем Стратосы. Это примерно одна и та же ценовая категория. Стратосы третьи и Amazfit. Понятно, толщина, карбон, ну, на вкус и цвет товарища нет. Я еще раз повторяю, что, по моему мнению, вот это вот дело, оно в разы проигрывает примерно при одинаковой стоимости. Даже вторым Стратосом, можно даже и с первыми пейсами Стратосами сравнить. Вот он, внешний вид и объема. Что вы собираетесь с ними делать? Ну, опять же, если вы хотите просто носить габаритные часы, можно 2017 за 1000 рублей купить. Но все-таки вернусь к чему, почему я считаю, что вот это их фейл. В первую очередь, мне, конечно же, не нравится их обман. Обман у них лютый, по моим меркам. Когда ты говоришь о защите армейской, всем представляется, что можно их долбить экраном о камень. В основном что страдает? Экран. Но это не так. То есть у них Gorilla Glass 3. От этого все и пляшет в моей, во всяком случае, голове. Плюс спортивные часы, которые у них в рекламе парень катает на доске, ползает по горе. Помимо того, что он ползает по горе, что он еще там делает фантастически? Танцует. То есть парень что только не делает, но нагрудный датчик вешать на них нельзя. Автоматически для меня они становятся чем-то вроде GTS и GTR. В то же время экран у них меньше, чем у GTS GTR. GTS GTR, как вы помните, прекрасно тонут. Великолепно. То есть их не утопить. Проще говоря, воды они не боятся. К чему это все? К тому, что дороговато. Мало watchface'ов. Они убогие, при этом часы серьезно подлагивают. Не существует какого-либо регулирующего органа, который бы мог сертифицировать аппарат под... Ну, он существует, но вот этот армейский стандарт, если вы конкретно начнете гуглить, даже то, что они дают информацию по единственному тесту, который у них есть в рекламе, крайне сомнительная штука. То есть это не тест прочности, 26 раз они должны быть брошены на землю, об асфальт, по-моему, и с ними ничего не должно случиться. Посмотрите ролики, увидите, что с ними случается сразу же после асфальта, как с любыми другими с любыми другими часами от Amazfit печаль. То есть они коцаются, они лопаются, ну не лопаются, во всяком случае довольно много всяких печалей с ними. К чему это все? К тому, что вот этот вот лютый стандарт является основной фактически магией для того, чтобы продавать их. А еще какие претензии? Мы говорили, ну не мы говорили, а я бы хотел показать вам watchface'ы, которые есть на этих часах, и watchface'ы, которые есть вот на этих часах. Хотя, может быть, на этих и не получится, но основные вот, допустим, хотя бы вот такие базовые. Вот это не это стандартные, это нестандартные часы на watchface'ы на вот эти часы Кола. Кала примерно стоят чуть-чуть там на 1000 дороже, эти почти десятку. $149, думаю, в России будет в районе 10 тысяч рублей, а так 149 баксов с доставкой. Притом доставили мне их феерично быстро с Китая за 13 дней. Верни сыну лампу, обязательно. Дальше. Покажу все-таки, какие есть watchface'ы, если вы не против. А я думаю, вы не против. Вряд ли кто-то будет против. Потому что стрим-то и посвящен этим великолепным часам. Дальше. Сейчас пока устанавливается, я повытаскиваю, что здесь. Документация, которая абсолютно бесполезна. И кабель зарядки. Кабель зарядки, конечно же, у них отличный. Стала платформы меньше, но... Ну и все. Все магическое. Bluetooth здесь, конечно же, версии 5.0, с Android 5, от программы Amazfit встает на Android версии 5.0 и iOS 10.0 и выше. Очень легко все скачивается в приложениях, проблем с этим никаких нет. Не забывайте прожать лайк, 1000 лайков наберем, буду царапать эти часики прямо на стриме. И не забывайте подписаться и поставить колокольчик. На канале очень много всяких Amazfit'ов. Вот это мой, образно говоря, хлеб. Я 3 года делаю на них ролики и делаю их исключительно как спортсмен-бегун. То есть я их купил, потому что они были дешевле Поларов когда-то. Первые. Они стоили 6000 рублей, сейчас их за 3500 реально купить. А теперь я покупаю Amazfit'ы, потому что это мое хобби, я блогер. Но вот из этой всей когорты... Позорными были только коры вторые,
Verge Lite, который я не купил, потому что к ним нельзя подключать нагрудный датчик. И по большому счету вот эти. И опять же я ненавижу их за хайп. Почему? Потому что я ждал здесь беговых лыж. Я ждал, что у них будет защита от экрана не Gorilla Glass 3, а что-нибудь серьезнее, чтобы нельзя было его раздолбать, как эти. Потому что, еще раз, стекла здесь одинаковые, а они а-ля противоударные. И вот этот вот ремешок, который я никогда не смогу поменять, если не куплю какую-нибудь убогий китайскую реплику, либо на MSFit'ах что-нибудь дорогое и приличное. Меня тоже нервирует, когда мне не дают возможность выбрать ремешок. Не бегун, легкоатлет. Окей, легкоатлет. Дальше. Дальше к чему это все? К тому, что есть у нас эти часики. И я сейчас вам покажу темы, которые они... Не темы, а watchface, которые они поддерживают. Самые печальные watchface, которые я видел после, конечно, Stratos 1 и Stratos 2, которые имеют трансфлективные дисплеи. Датчики здесь биотрекер, трехосевой акселерометр, конечно же, и геомагнитный датчик. Есть датчик освещенности, размеры корпуса 47 мм в диаметре, то есть то же самое, что у нас GTR-ки были. Вот они. Только экран меньше. Что еще? Разрешение 360 на 360 точек на дюйм, 454 точки на дюйм вот в этих часах. Точнее, 360 точек в этих, а 454 в этих. При одинаковой цене. Дальше летим. Такая же Gorilla Glass 3, автономность 20 дней. В режиме отсчета трека, то есть когда вы бежите, это дело должно жить 20 часов. Возможности проверить у меня пока нет, потому что погода за бортом где-то минус 20. Как только чуть-чуть хотя бы до минус 15 спадет, первую десятку я в них пробегу. Думаю, будет это завтра. И к чему это все? К тому, чтобы проверить, как работает GPS. У меня он ловил плохо. То есть, но я могу сбросить это на то, что, во-первых, был мороз, во-вторых, часы свеженькие, пусть поработают сутки, и дальше будем уже определяться, что будет печально или нет с ними. Самое интересное, здесь такая есть штука. В рекламе указано, что аккумулятор на 500 мАч. А на самой коробке же указано, точнее в рекламе указано 390, а на самой коробке мы видим 500 мАч. Это довольно странно, непонятно, что там внутри. Конечно, можно будет разобрать, но это, наверное, если я их раздолбаю на тестах, которые, возможно, будут. Еще раз, не забываем прожать лайк, 1000 лайков, режем экран. Дальше. С навигацией все печально. Сначала расскажу все, потом буду вам отвечать. Барометра, еще раз, здесь нет. Прошивка от GTR, слегка изменили интерфейс. Вот, и еще раз по поводу сертификации. Никакой здесь IP67 или 68. Ильяс, огромное спасибо за донат. И у нас здесь есть такой стандарт Military Standard 810G. Это придумали американцы для себя. Что такое военные стандарты, я думаю, те, кто служили в армии, знают. А те, кто служили в армии в России, вспоминают про это с улыбкой. Вот у американцев примерно то же самое. Почему? Потому что, когда вы покупаете стандарт IP6768, во-первых, вы обязаны дать гарантию на устройство. То есть, если эти часы утонут, я прихожу и говорю, они утонули. И, соответственно, так как они не выдержали стандарт, мне возвращают деньги. Они возвращают, возможно, девайс на доработку, либо еще что-то происходит. Проще говоря, это дороже. Что такое военный стандарт? Там его разработали для того, чтобы он выдерживал какие-то нагрузки, которые предопределены, которые необходимы военным. Там сутки провести на солнце, допустим, воздействие радиации, чтобы с ними ничего не было. 26 раз, еще раз, выдерживать должны бросок. Как после этого они оценивались, черт его знает. Потому что военные методики обычно раз закрыты, а два из всей рекламы, которую вы можете найти гипотетически в сети по поводу этих часов, вы можете узнать в первую очередь только одну сумасшедше плохую вещь. А плохая заключается в том, что даже в рекламе указано всего одна сертификация по одному из видов тестов, а их, по-моему, или 12, или 14, если не соврать мне. Дальше. Автопауза стандартно по тренировке есть. Напоминание стандартное из приложений. При секундомере на паузе, секундомер на паузе можно свернуть, я покажу, и выйти из него. Если секундомер не встал на паузу, соответственно, все это делать нельзя. Инструкция есть на русском языке, ничего здесь полезного нет. Вот. Единственное, что указано по поводу безопасности. Данное устройство является водостойким с номинальной
номинальным пределом в 5 атмосфер, подтвержденным сертификатом. То есть на это сертификат у нас есть. Это означает, что устройство устойчиво к воздействию воды, бла-бла-бла. Однако данные часы не следует использовать при подводном плавании, купании, нахождении в сауне и других видах деятельности, связанной с высокой скоростью воды и погружением на глубину. Очень крутые шоки, да? Не пользуются рабочими функциями под водой, после погружения высушите тканью, часы не оснащены защитой от химических реагентов, которая должна быть, кстати, у Military Unit, вызванные повреждением вследствие воздействия жидкости. Что это все значит? Что сертификаты, которые здесь указаны, для получения дополнительной информации, свяжитесь с MSFIT Rex. Пожалуйста, перейдите в нормативные документы на ваших часах. Мы это делаем магическим образом. Я в этом деле разбирался исключительно с той точки зрения, что вот сейчас это, по-моему, вот так. И уходим в настройки. После настроек мы уходим в систему и сведения о системе. Все, что вы хотите узнать, потом можете либо погуглить, это версия прошивки. И как-то где-то оно должно быть. Вот оно. Вот все сертификаты. Скорее всего, вот этот, который мне не удалось пока никаким образом пробить, является армейским сертификатом. Но опять же, его указывают как один из тестов, которые должны проходить устройства, которые, кстати, чаще всего предназначены просто для связи между военными, военнослужащими. Это либо рация, либо еще что-то подобное. А по поводу всего остального там не указано. В общем, я пороюсь, я думаю, да, с следующего обзора. Обзор я по-любому сделаю на эти часики. Но вот такая вот печаль. Always on Display здесь есть. Дисплей приятный, но подтормаживает. То есть сейчас у меня при низком FPS вы не видите, что они подлагивают. Они подлагивают более чем бодро. Я сейчас отвечу постепенно на все вопросы. Давайте я сначала выскажу свое мнение. Спать в них неудобно. Часы считают пульс. Может быть, при вас, кстати, перестанут считать. Они напишут: нет, чувак, мы не на руке, поэтому соляви. Мы не будем считать твой пульс. Прошлый раз, когда я делал такие штуки вчера и сегодня, точнее прошлые разы, они показывали мне примерно от 40 до 70 пульс. Дальше. У Honor пульс не считается не на руке. Возможно, они, говорю, станут адекватными, это будет очень круто, и я не дезинформирую. Пульс расслабления. Вы все расслабились? Я прям расслабился по полной. Вот это часы за 10 тысяч рублей. Еще раз, когда я говорю, допустим, о тех же Стратосах, у них есть такие косяки. Вторые, третьи, либо Verge, либо еще что-то. У них есть свои плюсы. Основной плюс для меня, как для спортсмена, это то, что к ним можно подключить нагрудный датчик, и у вас автоматически становится адекватный пульсомер. Что говорить об этом адекватном пульсомере, если он в состоянии покоя у вас насчитывает от 40 до 70 ударов. Еще раз, GTS могут лагать сколько угодно, просто-напросто вы понимаете, что там экран дороже и больше, и GTS не пытались преподнести как часы, которые готовы выдержать все. А эти, получается, по документу вообще ничего не готовы выдержать, они просто вот стилизованы, потом вам их попичат благополучно в рекламе, может быть, мы, блогеры, попичим, похлопаем в ладоши, скажем: они такие красивые, все побегут покупать, и все. Сейчас мы расслабились до 86 пульсов, ударов сердца. Я думаю, на стриме это очень интересно смотреть. Нет, плюсики поставьте, для того, чтобы вы не думали, что это монтаж, еще что-то. Часы абсолютно новые, я их тестирую прямо при вас. Конечно же, я потестировал их для того, чтобы написать вот эти 13 вещей, которые меня бесят. Основная вещь — это не то, что они считают пульс. Основная вещь — это то, что нельзя подключить нагрудный датчик к спортивным часам. И то, что они стоят 149 баксов. У меня аж голос теряется, когда я говорю о 149 долларов спортивным часам, у которых нет IP67 и 68. Я только что при вас читал инструкцию. В инструкции не советуют в них погружаться в воду. Вы понимаете, вот это вот супер. Конечно, я могу их в луже потопить, как я обычно. Я все телефоны, все часы, точнее, топлю в луже. Да, я телефоны даже, этот бедный Honor Band, вот этот тестировал когда. Redmi Note 8 Pro. Я даже на него 5-литровку выливал, чтобы в ролике красиво было. Но фишка-то в том, что я понимал, что у него есть какая-то защита официальная, IPX, а здесь я не понимаю. Как дальше? Давайте спрашивать пока про телефончик, про часы. Vibra мне здесь нравится. Видите, мы все еще расслаблены, но уже при 63 ударах. Давайте расслабляйтесь до 50, потому что это прям напряжение у публики.
Часы за $149 чувствуют великолепно ваш пульс. Дальше. Установи, пожалуйста, на них циферблаты с приложений. Да, кстати, я хотел показать вам мега ужасные циферблаты, потому что, опять же, я сравниваю их исключительно с теми циферблатами, которые у нас сейчас на данный момент на MSFit корах. На корах циферблаты, можете посмотреть в ролике, просто шикарнейшие. Их мало, их не так много, как хотелось бы, но тот шлакоблок, который пришел, ну, вот на этих часиках, ну, я не знаю, это стёб, мне кажется. Это те же стратосы, только вот не спортсмены мы. Ну, некоторые. Я пока чу-чу-чу еще, ну, хотя нет, тоже не спортсмен. Но не днище. Я вообще считаю, что в руки эти штуки могут брать те, у кого... Ладно, не будем. Вот такие вот циферблаты. Шикарнейшие циферблаты. Я просто в шоке от того, сколько всего можно выбрать. Глаза разбегаются. Давайте какой-нибудь установим. Будет поинтереснее. Хотя бы увидите, как долго они будут синхронизироваться, и как долго будет устанавливаться полмегабайта на циферблатик. Кирилл, спасибо большое. Дело не в том, что хороший блогер или нет. Дело в том, что я фанат MSFit'ов. Еще раз. 3 добрых года. У меня первый ролик был про MSFit'ы. Вот эти вот. Первый ролик на канале. Убогий просто. 10 минут я вещал нон-стопом, без подготовленного текста, примерно как сейчас стрим, только потом попытался еще нарезать это крайне убого. И в итоге я оставил этот ролик для того, чтобы помнить, что именно с MSFit'ов у меня все началось. И сейчас у меня есть фактически вся коллекция, кроме Verge Lite. Еще GTS я разыграл. GTR оставил, GTS разыграл. И даже Health есть. И все, что можно считать хламом или нет. Но каждый раз я мог сказать, что MSFit что-то, какой-то шажок вперед сделали. В бок, вперед, в стиле, еще что-то. Вот сейчас они сделали 3 шага назад, зарубили бабла, по-другому не сказать. Они просто вот хотят тупо срубить бабла. И хлопают дружно все мы вместе в ладоши и говорим: о, они такие молодцы. Как же можно было купить часы, Андрей? Ну, я покупаю часы, потому что я блогер. И, во-первых. Во-вторых, я был на 100% уверен, что здесь не Gorilla Glass 3. Я был на 100% уверен, что сюда можно подключить нагрудный датчик. Я был уверен, что здесь экран больше, чем у GTR, а он оказался на 0,1 дюйма меньше. И по количеству точек он просто конкретно проигрывает. То есть это муси-пусики такие по нормальной цене. Они очень хорошо срубят на этом деле бабла. Прям вот нереально. Посмотрите, сколько у них осталось на Алиэкспрессе в магазине. Я даже ссылку не стал. Потом вставлю, в общем, кому надо будет, посмотрит, кому интересно. Хотя вряд ли кто в стрим мой досмотрит до этого времени, будет смотреть цену на эти часы. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков, и я поцарапаю их прямо на стриме. И я буду это раз 10 еще повторять, потому что мне очень хочется прям поцарапать. Скузи. Дальше. Когда положительный обзор на OnePlus 7T Pro? Асет, сначала будет, наверное, негативный обзор на iPhone 11 Pro Max, а потом будет уже положительный на это дело. TIC Pro 2 уже заказал. Вообще практически все, что обещал, вам заказал. Я запутался, какие наушники взять. Топ-10 на канале смотрите. Если верите мне, то смотрите мои топы. Если не мне, то смотрите кого-нибудь другого. А так лучше читайте комментарии под роликами, потому что там и положительные, они и отрицательные. Лучше верить. Так, дальше. Когда обзор на ножи? Скоро. Пришли сегодня QC-White 5. Я рад, что они вам зашли. По поводу еще часов. Еще раз, мне очень понравился ремешок. Ремешок прям классный, приятный. Но вот эта вот хайповая тема из разряда «давайте сделаем что-нибудь», что нужно будет откручивать только исключительно отвертками, и что нельзя будет купить в магазине. То есть вы тупо не сможете пойти и купить под них ремешки. Вам придется на MSFit либо реплику какую-нибудь убогую, из-за которой у вас потом будет сползать кожа с рук, покупать. Дальше. Давно хотел G-Shock с AMOLED с уведомлениями, и больше мне ничего не нужно. Я их заказал. Иван, так это не G-Shock даже близко. То есть в этом-то и смысл, что это не G-Shock. Это по качеству и по заявленным параметрам рядом с G-Shock не валялось. Это чисто обрезанные. Вот это вот дело, это обрезанные GTR-ки, стилизованные под G-Shock. Вот в чем прикол. То есть у них нет качеств G-Shock'ов, они не противоударные, на них остаются следы на корпусе. У них Gorilla Glass 3, которые не ставят на противоударные часы. Их не рекомендуется надолго погружать в воду. Еще раз повторяю, вот это все я погружал в воду, даже вот эти, по-моему, бедные Mi Watch. Нет, Mi Watch, по-моему, единственный. GTR-ки я вообще топил нормально. Я, наверное, минут 15 их топил в луже.
а в ролике только секунд 12 осталось. То есть, в принципе, все девайсы выдерживают попадание воды, а все девайсы выдерживают замерзание. Mi Band 4 я там, по-моему, вообще забыл на несколько суток, когда я его замораживал, размораживал тоже для краш-тестов. Вот. И смысл в том, что это нормально. Такие краш-тесты пройти легко. Нелегко, это вот такое же стекло, как и здесь, бросается на камень с расстояния 1,20 м. Как рекомендовано, кстати, в американских, вот в этой американской штуковине. Точнее, то, что они проходили, вот их, по идее, 26 раз лупили с высоты 1,20 м. Это очень круто. Дальше, Mi Band 5, не знаю, когда выйдут, летом, думаю. Кожа слазила с бипов от ремня. Возможно, у вас была подделка, надеюсь, нет. Дальше, Garmin Fenix 6 Pro идеальные часы. Ну, конечно, дорого. Да очень много идеальных часов и хороших часов. Просто, да и эти не очень плохие часы. Вы не поймите меня превратно. Просто вот если есть MSFit, и вы с ними были не знакомы, и по какой-то непонятной мне причине вы решили купить эти, окей, нормальные часы, но это не спортивные часы, это не туристические часы, это не знаю, это не офисные часы, это школьные часы. Вот, ну, как бы в школу я в старшем классе бы с удовольствием такие носил. Никого не обидеть хочу, ничего. Но сейчас, на данном этапе жизненного развития, был у меня убогий обзор на убогие часы, ладно, потому что они очень дешевые, 2017, которая подделка G-Shock. Но на них смотришь, и на G-Shock рядом за 26 тысяч рублей, как в ролике, и они выглядят классно. То есть они выглядят за штуку классно. Эти за 8 тысяч, первая эмоция около 20 человек, которые смотрели на эти часы. Я им давал трогать. Они, конечно, до этого видели Стратосы, Huawei GT, которые сейчас тоже десятку стоят, которые я хейтил. Но по сравнению с этими, это просто верх совершенства. Ну, черт с ним. Смысл в том, что кому я не давал вот эти часики именно в руки, в режиме реального времени, в режиме жизни. Вопрос был, сколько они стоят? $149. И после этого было затяжное «Сколько?». И я их понимаю, потому что когда я вскрыл вот эту коробку, вот эту, сначала меня напрягло все эти надписи из разряда Military Standard и без IP, потом напрягло то, что в инструкции было написано много чего приятного, что их надолго нельзя топить, а апогеем было то, когда я включил экран и понял, что он самый маленький из тех, что я видел у MS-фитов из AMOLED. И, ну, как бы, ну, это трындец. Это фейл, не знаю, это даже, это штанга, это убийство всего, на что я надеялся. Потом я подумал, что они же такие легкие, они, наверное, легче, чем все остальное на грамм 20. Ну, логично, здесь нет поддержки, здесь нет памяти никакой, то есть в них не нужно засовывать никакую память дополнительную для того, чтобы закидывать туда музыку, проигрывать они не могут, нагрудный датчик подключать нельзя, программу устанавливать нельзя, ремешки придется покупать. А к чему это все? К тому, что, по идее, они должны были быть легче, чем все остальное на грамм 10. При том, что у них безумно легкий ремешок. 59 грамм они, вы не видели, к сожалению, еще будет в обзоре. 59 грамм примерно. Mi Watch тяжелые, по ощущениям очень. 67 на 8 грамм. Но здесь Egege, здесь eSIM даже вставить можно. GTR кладем. 65 грамм на 6 грамм дороже, тяжелее, учитывая, что, ну, как бы экранчик побольше и ремешок потяжелее. Берем Huawei, которые должны космос весить. Они и весят космос, кстати, по-моему. Смотрим. 71 грамм, но здесь Bluetooth версии 5.1 и также есть динамик. Кстати. Берем Стратосы вторые, древние убитые. 56 грамм. Ёшки и гагошки. Часы, которые... Какого они года? Я года 2 назад их покупал, весит на 2 грамма легче. Магия? Нет. Это как бы вот так оно и получается с MS-фитами. Обманщики они, обманщики. Привет, Истолет, и тебе. Последние на канале кроссовки понравились, но ссылка для заказа была стрёмная. Ну, не заказывайте. Так я говорю, вы можете просто переходить по ссылкам, копировать текстовку, для того, чтобы было проще искать на Али. Да хоть дома рядом покупайте. Как только смогу сделать, так только будет обзор. На данный момент у меня нет выходных, ого-го, уже сколько недель. Вот, воскресенья были, но я полдня проспал, я болел. Еще и стрим проводил при 38. Какие сейчас лучшие часы для спорта по соотношению цена-качество? Я бы взял, вот если у вас прям совсем денег нет, но вам не нужно плавать, вот эти часики. Это Amazfit Pace. В них нельзя плавать. Но на них можно вешать нагрудный датчик, их реально купить за 3,5-4 тысячи. Если вам нужны
Офисные часы. То, что я ужасно хейтил, и у меня там народу убежало, ого-го, Huawei GT2. Вот прям офисные-офисные, стоили они пятнашку, за 10 я их советую. То есть как офисные часы за десятку, вообще лететь за ними. Я отдал за них 16. За 10 не смог перепродать, теперь они стоят 10. В принципе, что и требовалось доказать. Вот, как бы так. Дальше. Дальше, Garmin Instinct в этом стиле стоит 24 тысячи рублей. Фениксы слишком дорого, там настоящий военный стандарт. Ну, конечно, никакого AMOLED дисплея. Планирую купить их. Слава, так, ну, если вы просто за внешний вид платите, купите китайский фейк за 1600-700 рублей. Таких штуковин просто не... Но опять же, я не буду вам втирать. Вот это стоит максимум 6 тысяч, это предел. То есть, если вот прям... Я не знаю, зачем их покупать, но 6 тысяч. За 6 тысяч рублей вы можете купить себе швейцарские часы. Ну, как бы а-ля швейцарские, ладно. Вы можете бэушные. Ну, ладно, смысл. Если вы решили покупать, я уверен, что любой товар найдет покупателя. Я просто для своих подписчиков конкретно должен объяснить, что Amazfit сейчас обманули меня. Возможно, вас они не обманули. Возможно, вы знали, что здесь есть какие-то реально стандарты защиты. Возможно, ну, такие полулевые. Возможно, вы знали, что в них нельзя глубоко погружаться. Возможно, вы в курсе, что такое Gorilla Glass 3 и сколько ему лет, если не десятилетий, кстати. И вас это все устраивает в часах почти за 9 тысяч, которые позиционируются противоударными. Я допускаю, что вам спорт вообще не впился, но тогда вопрос дня, зачем вам эти часы, потому что нагрудный датчик к ним не подключить. Я допускаю, что вам не нужно закидывать туда музыку, которую можно закидывать даже в часы за 4000 Amazfit Pace. И вполне возможно, вас интересует вот такой только внешний вид, но чтобы вы понимали, они еще и маленькие. То есть для джишоков это муси-пусики. Еще раз повторяю, школьник, ура, я бы надел их и побежал и пацанам, эй, смотри. Не школьник, я человека не пойму. Вот. Что скажешь про Huawei? Опять же, на вкус и цвет. То есть ладно, со внешним видом на вкус и цвет я, можно сказать, безвкусный тогда. Будем как журналисты поступать, и я в этом деле будем считать, что не понимаю. Дальше, сорян за офф-топ, на ногу 285 мм кроссы соли советуете? Да, только лайнинг берите какие-нибудь и обязательно читайте комменты. Стоит ли брать QC White 5? Однозначно да. Что скажешь про Huawei Magic 2? Ничего не тестировал. Дальше наушники JBL T450BT пользовался? Нет. Что еще по поводу этих часиков? Напоминаю, что здесь какой-то сумасшедший пульсомер, который считает за 9000 пульсу воздуха. Вот. Honor Band 5 за 1500 не считает пульсу воздуха, но какая разница, правильно, что здесь внутри, главное, пластик за 9 рублей, вообще великолепный пластик. Великолепный пластик и надпись Amazfit, только где? Ну, они, в принципе, и не пишут, что они Amazfit обычно. Вот, поэтому все хорошо. No name. Приветствую, сначала пропустил. Размер 47 мм, 47. Со сравнением с GT они примерно больше по диаметру, но у них меньше сам экран. То есть у них 1,3 дюйма, а эти 1,39 дюйма. Я чувствую, что резать мы их сегодня не будем. 179 лайков. Не забывайте прожать лайк за труды, потому что я эти часы купил и вам сейчас о них рассказываю. Возможно, еще на краш-тестах их убью. Во всяком случае планирую, потому что часы нормальные, но для меня конкретно, для фаната Amazfit, они не сделали ничего. Вот как мы все ждем бипов с цветным экраном, оледовским, с хорошей автономностью, вот так же примерно я ждал от Amazfit'ов либо реально противоударных часов, не с Gorilla Glass 3, либо часов с практически полным набором функций для альпинизма. В общем, вот это я не знаю для кого. Пришла только что из смарт-часов недорогие, что можешь посоветовать. Сложно найти что-то, что небольшого размера, чтобы нормально выглядело на женской руке. Amazfit Verge. Посмотрите. Дальше на BIP пишут Amazfit. Окей. Еще раз пульс меряют. Ну, сейчас посмотрим. Давайте еще раз измерим пульс. Сколько сейчас секунду. Вот еще раз потом запустим. Сколько сейчас у аудитории пульс? Один твой коллега уже убивал такие часы. Васа я не убивал, я убиваю часы. Еще раз повторяю, что здесь точно такой же экран, но он треснул. Но опять же, я убиваю, стараюсь убить. Mi Band 4 я убил. Я не думаю, что эти часы выдержат петарду, но это будет последним тестом. А так, 26 раз военный стандарт они должны. 63 пульс у аудитории, все окей.
Вот. Дальше. Лучше бы их Casio G-Shock добавила вибрацию при звонках, и смс была бы вещь. Привет, бомбануло у тебя от этих часов. Артем, ты знаешь, как я их долго ждал? Вот если бы я их не ждал, меня бы не бомбануло. Меня колбасит уже сутки, потому что я прям от них вот прям был надеялся. Вот по-другому не сказать. Так же, как многие ждут бипов с красивым экраном, примерно так же я надеялся на то, что вот это будет хотя бы противоударным. А это считает пульс у аудитории. 78 сейчас у вас. Дальше. Саша, я не смотрел обзора. Нет, не успел. А что? Да я уверен, что народу, который не запаривается по спорту или не, его, ну, как бы нет у него вот этого количества девайсов, зайдет более чем. Вот. Поэтому я абсолютно не знаю, как... Распаковка 2 упаковка же про уши в основном рассказывает и телефоны. Посмотрю, наверное, если будет время. Мне еще мой обзор пилить. Какие часы посоветуешь задешево, чтобы наподобие Apple Watch? Mi Watch, но подождите глобалку. В феврале будет вот этих часиков глобалка, и все будет круто. Бип с красивым экраном. Будут, Ронда, будут, соболезную. Ну да. Не, опять же, помните, что стримы в первую очередь для моих подписчиков. То есть подписчикам интересно мое мнение. Вы можете пойти их купить потом. Я сейчас все это эмоционально рассказываю, точно в ролике будет все лайтово. Возможно, я прорезюмирую еще и идите покупайте, но очень сильно вряд ли. Потому что аналогов у MSFit нет. Почему? Потому что, а что это за часы? То есть они не для спорта, они не для офиса, они, для школы. Для школы норм. А для чего еще? Я говорю, я показал вам watchface. Этими watchface'ами точно никого не удивить. Вот watchface. Вот, красивушный. И там этих watchface'ов, я сейчас посмотрю, может быть, из телефона. Понятно, что я там свои с кукушечной головы взял. По большому счету, watchface'ы здесь красивые. На этой штуке нет красивых watchface'ов. В детский сад поиграем, пусть будет это. Не нужно их резать, толка от этого никакого. Нет, почему? Но побросать-то я их должен, потому что 12 падений на расстоянии 1,20 м они должны выдержать. А то получается прям супер балабола. Плавать в них нельзя, точнее нырять в них нельзя уже, правильно? Брать Mi Band 4, а почему нет? Какие лучше, GTR или T-Rex? Для меня Black Deed однозначно GTR. Почему? Потому что, во-первых, вы их можете купить в соседнем магазине. Во-вторых, я четко понимаю, что у них защита от воды. В-третьих, у них лучший экран, значительно лучше. И как бы по внешнему виду, не знаю. Плюс у этих еще есть титановые, вариантов очень много, красивушных. Вот. Как бы так. Но опять же, это для меня. Для вас, может быть, T-Rex лучше, но... Но я не знаю, чем. Я не знаю, чем они могут быть лучше. По большому счету, да, это вот такая фэшн-модель, только стилизованная под милитари. Если бы они не обещали военных стандартов, по большому счету мой обзор мог бы быть совсем, вот сейчас стрим конкретно, мог бы быть сейчас совсем в другом русле. Дальше. Отвечать на звонки можно, но только если вам звонят через Viber, допустим, вы ответить не сможете. Поддержка спорт-режима на лыжи есть? Нету. В описании на Алике иконка есть. Игорь, у вас есть иконка в описании. Это тоже стандартный как бы развод, потому что у них не было беговых лыж моделей. Они обещали их сделать. И в итоге такие, мы делаем, я тоже их ждал. Мы делаем вот эти часики. Я думаю, вот, здесь будут беговые лыжи. По-английски это skiing, катание на лыжах, видите? Это съезд с горы, это не катание в конек, классика и т.д. и т.п. Добрый вечер. Дальше. Для бипов не надо AMOLED, там просто надо экран побольше с лучшим разрешением. Как вариант. Отвечать на звонки, еще раз ответил, что отвечать можно положить трубку и включить, как его? Положить трубку и отключить звук на телефоне. Давайте пройдемся по меню. Я думаю, что все, кто интересуется, в принципе, уже его 300 тысяч раз видели везде. Так, мы видели, что пульс они считают у всего. Что мы не видели? Вот это суммарная информация. В принципе, сердцебиение понятно, тренировки ясно, активность понятна, погода ясна, музыка – это управление музыкой, музыку сюда закидывать нельзя. Будильники, конечно же, можно понаставить хоть 10 штук. Напоминания о мероприятии ставятся через приложение. Таймер
напоминаю, что вы включаете таймер и выйти из приложения не можете. Можете поставить на паузу и выйти, и останется пауза, а так нет. Обратный отсчет. Все очень печально, максимум с минуты, в лучшем случае. То есть секунды нельзя ставить. Можно найти телефон, есть космос, и в настройках, соответственно, там самое интересное, это Always on Display у них сразу, но опять же повторяю, что это просто прошивка от GTR. Говорят, что все будет плохо, что они будут недолго работать, но нам это не важно, правильно? Вот примерно так. Детские телефон-звонилки. Все, что тестировал, советовать не могу, потому что, когда у вас появится детская телефон-звонилка, вы будете надеяться на то, что ваши дети будут в безопасности. А я считаю, что в безопасности они не будут, так как каких-то суперстабильных звонилок я не встречал, часы-звонилки. Дальше. Водонепроницаемость, Viber, звонки там и так далее, без спорта, что взять? Apple Watch, либо Huawei GT за десятку. Но это из тех, что я тестировал, их очень много, я уверен. GTR-ки можно взять. Вот. Но вы звонить с них не сможете, то есть с микрофоном и динамиком, я не знаю, какие часы, можете сами посоветовать, потому что у меня все эконом-класса в районе 10 тысяч. Жду Cala Watch глобалку с NFC, прогнозируемая стоимость 7000. Это будет очень круто, потому что Cala Watch мне вот зашли капитально. То есть сказать, что мне они очень зашли, просто вот ничего лишнего. Они сделали часы, которые не смогли сделать, я считаю, Huawei. Привет, Xiaomi, печаль сделали. Да, Алекс, такое ощущение, что ты подписан на мой канал, чтобы троллить Xiaomi. Это была шутка, окей. Huawei Magic 2 топ, и звонить можно с них и стоит 12 тысяч. Поверим вам на слово, Артем, но я не могу их советовать, я их не тестировал. Подскажи, пожалуйста, именно смарт-часы от Amazfit. Нету у них все спорт. Это спорт. Verge и Nexa. Вот это а-ля смарт, то есть туда можно устанавливать программки. В принципе, и на P, и на те же Stratos можно, но это не то. Но опять же, посмотрите сначала обзоры на Verge, посмотрите, как они выглядят, они довольно пузатые. Вот. Поверьте мне, что Gorilla Glass 3 не выдержит падения на камень, не можете рискнуть. Хотя я бы не стал рисковать, а купил бы что-нибудь из разряда 20 тысяч с копейками от Яблока. Дальше. Что за телефон с краю? Это Redmi Note 4, здесь, по-моему, еще Note 10 у меня лежит. И восьмерка, чтобы я показал, как я ее рассказал, что я ее топил. Дальше. Шалом. Топовая бритва от Xiaomi. Топовые бритвы есть только от Panasonic за 1012. Последняя бритва, которая была у меня на канале, я их сейчас бреюсь. Вот. И меня она пока устраивает. Всем привет, добрался до стрима, очень рады за тебя, Лакрас. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик и написать, что купить еще на обзор в комментарии к видео. Плюс не забываем, что все обзоры на канале очень маленькие, от 3 до 10, 10 минут очень редко, обычно 5 минут. А стрим, да, конечно, могу передать привет. А стримы проходят вот такими длинными, они иногда бывают тематическими, скоро тематические еще не скоро, тавтология. Но дело в том, что в воскресенье у меня стрим обычно в разное время, от 6 до 10 вечера, в зависимости от того, в каком я состоянии, либо что у меня происходит с интернетом. Потому что живу я в России, и все бывает, так сказать. Вот, дальше. Stratos 3 с сапфировым стеклом. Это мечта. Если бы они были, я бы купил именно их. У меня Stratos 3. И я пока, кстати, даже не заморачивался еще по поводу установки на них глобалки. Потом заморочусь, потому что времени нет. Дальше. Huawei Magic Watch 2 купи, подумаю. Вопрос, чем принципиально будут отличаться бипы с красивым экраном от GTS? Автономностью, я надеюсь. QCY T5, звук прикольный. Я надеюсь, что еще на GT, на бипы завезут поддержку нагрудного датчика, и тогда это будут часы мечты. Дальше. QCY, звук прикольный, но не хватает басов. Думаю, прогреть мембрану розовым шумом. Вы можете с эквалайзером поиграться и смотрите, с чем слушаете, потому что, по моим наблюдениям, с Redmi Note 7 играет плохо все. Вот. Краш-тест когда? Артем, когда обзор сделаю, посмотрю, если людям зайдет, то, соответственно, я их раздолбаю. Можете посмотреть, у меня есть краш-тесты на канале Mi Band 4, Mi Band 3, Honor Band 5. Часы я пока, по-моему, не взрывал даже. Но вот желание взорвать эти у меня просто лютое.
Какие часы? Я не собираюсь делать, как это называется, реплики. То есть я, как всегда, расскажу свое, что в часах есть, и свое мнение попытаюсь упихать это, уместить это в очень ограниченное количество времени, и думаю, вы уже решите, что купить. Виталий уже отменил заказ. Виталий, вы можете верить, не верить мне, верьте кому-нибудь другому. Я говорю еще раз, моя зона ответственности, мои подписчики. 3000 человек, 100 тысяч человек. Как бы вы смотрите, вы слушаете мое мнение. Если вы хотите его услышать, вы его услышите. Если нет, покупайте что-то у другого. Есть очень много каналов, допустим, если вы увлекаетесь спортом, более спортивной направленности, чем большего уклона к спорту. У меня все-таки гаджеты. Гаджеты в первую очередь, во вторую и в третью. И так как я еще параллельно немало и неплохо бегал за свою жизнь, я на все смотрю через призму своих 76 килограмм. То есть я не понимаю, как могут фитнес-штуковины... Ладно, не будем о печальном. В общем, я хочу что сказать? Я хочу сказать, что спортивные часы сделаны для спорта, не спортивные не для спорта. Вот. Если вам нравится, допустим, вы крупный, крепкий мужик, у меня очень много знакомых под 140 килограмм носят вот такие вот часы. Это Stratos 2 и Stratos 3. И они, блин, выглядят хорошо. То есть они выглядят брутально. Вот эта штука будет выглядеть как игрушка. Но опять же, мое мнение, мне 36. Может быть, я слишком старый. Меня окружают мужики исключительно, ни в кого не камень, кто там отслужил, а кто-то войну прошел. И такие штуки не носит никто. Может, кто-то будет. Я уверен, что кто-то будет. И еще раз, в школе я бы носил. Я не знаю, сколько тысяч раз я еще за стрим повторю это, но... Нас 207, значит, кто-то 20 человек пришло точно. Еще раз, Gorilla Glass 3 это дно. Gorilla Glass 3 стоит здесь, никакой активной защиты нет. Согласно инструкции, которая здесь есть, топить их надолго нельзя. То есть военный стандарт заключается только в единственном сертификате на один из тестов. А самый трэш с ней никто не проводил. Говорю, самое слабое место у любого гаджета это экран. И это не потому, что я побегу завтра и буду разбивать их. Нет. Думайте сами, я говорю, я уже Nexa, которая Gorilla Glass 3, я похлопал в ладоши и лупанул об камень в первый день тестов. Теперь я буду 300 тысяч раз думать перед тем, как долбить MS-фитные гаджеты с Gorilla Glass 3 об камни. Дальше, через какую камеру стримишь? Я через OnePlus 7T Pro. Привет, какие из MS-фит лучше для спорта, плавания и ударостойкости? На данный момент только Stratos 3. Only Stratos 3, они мне внешне меньше нравятся, чем Stratos 2. Я знаю людей, которые сейчас покупают не Stratos 3, а Stratos 2 из-за внешнего вида. По функционалу, конечно, по продуманности, то, что утоплен экран, по автономности, по всем качествам, конечно, Stratos 3 лучше, чем Stratos 2. И люди, которые увлекаются спортом, либо планируют им увлекаться, очень советую покупать что-то из MS-Fit, что имеет возможность подключения нагрудного датчика, потому что вы обязательно к этому всему придете, если вы будете продолжать заниматься спортом. Хорошо, мувка. Я еще раз повторяю, основной тест для любого гаджета это экран. Если вы посмотрите, я не знаю, что он делал, я смотрел первый обзор, он по сути делал то же самое, что в первом обзоре, там мужик еще об асфальт их бил. То есть его я не успел посмотреть. Я смотрел самый первый обзор на YouTube, вот то, что вы перечислили, делал мужичок из Китая, еще дополнительно бросил асфальт, и об асфальт у него потом нехило они покоцаны были. Еще раз повторяю, эти штуки должны выдерживать 26 падений с высоты 1,20 м на твердую поверхность. Насколько твердую я не дочитал. Вот, чтобы вы понимали. Сколько на стриме людей, которые не слышали Garmin и Sunoto? Это не важно. 1000 лайков на стриме не наберется. Алекс, это не значит, что они выживут. Вы же знаете мой канал. Девайсом больше, девайсом меньше. Убью на тестах. Gorilla Glass 3 не защищает от ударов, а только от царапин. Так я, кстати, лучше, чем все остальные поколения. Матвей, это ваше мнение, окей. То есть 4, 5, 6 это все еще хуже. Тим Курт, еще раз повторяю, что это пережил и Mi Band 3, Mi Band 4, и вот от этого они умерли. Вот это тест. Или долбите об экран. Или вот как мужик бросал об асфальт, они были коцнутые. Вы можете не смотреть мой стрим, у меня есть мое субъективное мнение, основанное на моем опыте и моих обзоров. Можете посмотреть мои краш-тесты, я не жалею девайса, я их убиваю. И если нужно убить девайс, особенно когда у него нет, вот здесь нет никакой защиты, его убить легко. Дальше.
Какие-нибудь часы меряют катание на коньках? Нет, я таких не знаю. Может быть, какие-то из гарминов. Купи на обзор какой-нибудь RGB светильник. Окей. Не дочитал, не досмотрел, зато как специалист рассуждает. Алексей, вы можете загуглить сами по поводу этого стандарта. И вы можете поулыбаться по поводу того, что это не мировой стандарт, а это стандарт армии США, российской или еще какой-то. Ну, конкретно этот армии США. И основной их самый жесткий тест, еще раз, дочитал. Это 26 падений. И опять же, если вы не считаете, что я могу рассуждать, вы можете уйти со стрима и все. Есть ли смысл покупать MSFit Pace сейчас? Иван, если вы просто бегаете и вам нужно подключение нагрудного датчика, плюс вы планируете с них слушать музыку, за 4000 рублей аналогичных часов нет. MSFit GTR или Huawei GT2. Цена, функционал. Степан, несмотря на то, что я хейтил Huawei GT2, наверное, они, если одинаковая цена. Если вы сможете их купить за 10 тысяч, еще раз GT2. У тебя подглючивают стримы из-за инета твоего? Да, у меня просто по Wi-Fi получается телефон подключен, и еще много девайсов подключены к роутеру. Роутер заказал, как получится. Главное, чтобы слышно было. Кому не нравится T-Rex, тому путь дорога к Гарминам за over 60. Ну серьезно, Ризван, а вот что в них похоже на Гармины, кроме Гармины? Вообще что? На них даже нагрудник, еще раз повторяю, 3500 рублей нам и 9000 рублей. Можно закинуть нагрудник, подключить нагрудник, можно, помимо того, что подключать нагрудник, закидывать туда музыку, прослушивать музыку с Bluetooth, по Bluetooth через беспроводные наушники. Здесь нет. Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 3. Окей, и дальше. Сам пользуешься Redmi AirDots? Я пользуюсь тем, что сейчас тестирую. Егор, нет, я не топ, у меня есть свое мнение. Понятно, что очень часто в каком-то смысле я от него страдаю, тем более, когда провожу стримы, потому что напрямую общаться с аудиторией, с открытыми сообщениями, это чуть-чуть другое. Обзор, конечно, обзор будет более лоялен, но на стримы в основном приходят мои подписчики, поэтому здесь я могу откровенно сказать свое мнение. Кому мое мнение не интересно, конечно же, на стримы не приходят. Сейчас пользую первые Фениксы, Instinct, Tactical, супер офигенные часики. Ризван, не сомневаюсь. Amazfit GTS NFC есть? Это не понял. Заказал роутер от Redmi. Да, заказал, Матвей, только сегодня 2300 по карте MasterCard. Привет, только пришел. Как часы в целом? Антон, все плохо. NFC в GTS есть, но он только поднебесный. Ну, значит, в общем, платить нельзя. Польза не стоит своих денег, да. С каким телефоном ходишь? Redmi OnePlus 7T Pro. Да, еще характеристика моего канала. Хожу с OnePlus 7T Pro, стримлю с него, говорю, что это классный телефон, а хороший обзор на него так и не сделал, есть только плохой. Да, хорош игнорить. Посмотрите, сколько сообщений, Вадим. Друг, будь осторожен, сейчас советуют не покупать пока ничего из Китая. Арман, посмотрите доктора Комаровского, я ему верю. Ты в Украине? Нет, в России. Вот у тебя часов, Роман, у меня намного больше часов, это я просто выложил MSFit, чтобы вы понимали, что вот на все это есть у меня обзоры, на что-то там, все я топил, и это не показатель. А вот эти часики я ждал и зря. Вот мораль такая. Как тебе Mi Note 10? Есть обзор на канале, там мое мнение. Поставили медленную память, если кратко. Что по звуку лучше, OnePlus Ballads 2 или Mi Photo 7? Ballads 2, мое мнение. Так, стоит сейчас покупать Mi Band 4, почему нет? У меня 20 сообщений было, расскажи про GPS в часах, могут в навигацию. В навигацию нет, я не нашел как. И, ну, это синонимы, почему? Потому что, давайте предположим, что мы врубили бег, прогулочный ТТН. Здесь еще можно, кстати, график, ну, здесь нет, может быть, я не нашел, как вариант, сдаться. Может быть, как вариант я не нашел, а в настройках, давайте попробуем. В настройки войти, в настройках нету карты. График в реальном времени. Темп сердцебиения закрыть. То есть автоматическая пауза есть, напоминание тренировки есть, цель тренировки есть. Кстати, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Приходим еще на стрим в воскресенье. И что еще? Пишем в комментариях, что купить. Ставим плюсики, если стрим сохранить, потому что он слишком, мне кажется, радикальный. Что-то у меня такое ощущение, что я его удалю. Дальше. Алексей П.
Если вы еще раз пропиарите чужой канал здесь, я вас заблокирую. Почему? Потому что, еще раз, есть на YouTube первый человек, который сделал тесты с этими часами. Один из Китая. Потом все стали повторять их. Вот первый, кто делал из Китая тесты с этими часами, при падении этих часов наблюдался у них скол. Можете посмотреть его тест, вот он самый честный, ему продавать их не надо. Так вот, у часов был скол конкретный, я не знаю, ходили бы вы с таким или нет, но к чему я это хочу сказать? После того, как он один раз упали эти часы и был скол, представьте, что, не представьте, армейский тест, это сделает то же самое 26 раз с расстояния, с высоты 1,20 м. Выдержит? Я очень сильно сомневаюсь, что после этого вы сможете эти дела носить. ТЧК. Gorilla Glass 3 топить нельзя. То есть вы хотите, чтобы я их завтра утопил и рассказал, а я их утопил, потому что по инструкции эти супер-мега-часы топить нельзя. А я их утоплю. Посмотрите мои краш-тесты. То есть если бы я не был уверен, что я раздалбываю девайсы от MSFIT, а это за 13 штук, внимание, MSFIT Nexa, который я раздолбал в первый же день. Так что не приходите на мои стримы, если вы не смотрите мои обзоры. Потому что вы понятия не имеете, что это такое. Дальше. Слушай, хочу купить Soundcore Liberty R2. Что думаешь про них? Дмитрий, или вы, или еще кто-то? Может, человека 4 просто постоянно закидывают меня этими ушами. Меня напрягает их цена. Я уже Pamus Lite купил за 7000. Вы хотите, чтобы я за 8,5 купил эти? Очень сомнительно все. Маленькие блогеры рассказывают все хорошо, ну, можете им поверить. Я пока не готов 9000 рублей за ноунейм часы. В моем понимании это ноунейм часы отдавать. Закажешь Powerbank из Essage, можешь скинуть в ВК, постараюсь. Там высота приличная была, не 1,20 м точно. Black Dead, так я же говорю, что хорошо, так 26 раз его надо бросать. Их. И опять же, если даже с высоты приличной, они коцнулись. Вы к чему это хотите сказать? Что они не должны... То же самое сделайте с G-Shock'ами, если у кого-то есть, с ними ничего не будет. Да, вы хотели бы посмотреть тесты от твоего канала, а не продажного, да. Я не считаю другие каналы продажными, еще раз. Спасибо большое, Владислав. Я считаю, что просто у меня другие требования к девайсу. И у вас не должны быть мои требования. Вы можете выбирать, ну, как бы вы для себя подбираете свои требования, что вы хотите от девайса. Я в первую очередь всегда хочу от любого устройства, включая часы, то, чтобы это устройство отрабатывало свою рекламу. Эти чуваки из MSFIT, которые я очень уважаю, еще раз, моя блогерская карьера началась с них, я делаю на все их товары обзоры, даже на MSFIT Health, которые не продавались в России, которые никому не нужны, но которые а-ля Мерия ТКГ, я сделал на них и стримы, и обзоры, покупал, и мне не жалко выброшенных денег. Но вот на этом не жалко выброшенные деньги, потому что они обманули покупателя, конкретно меня. То есть я был покупателем. Я поверил тому, что там написано. И зря. Дальше, пожалуйста, поставь какой-нибудь другой циферблат с камуфляжными цифрами. Давайте, без проблем. Для этого же мы и стримим. Камуфляжные с цифрами выбираем. Еще раз, я понимаю всех людей, которые младше 16, младше 18 лет и хотят носить эти часы. Я бы хотел также носить их. Вот. Формулирую так. И ни одного обзора, который есть на YouTube по поводу этих часов, я не считаю продажным. Почему? Потому что у MSFIT нет политики покупки рекламы. То есть, если вам интересно, мне MSFIT российское представительство писало. Деньги они не предлагают. Там чуть-чуть другие условия, мне они тоже не подошли, потому что... Почему, неважно. В общем, они мне не подошли, и мне проще покупать данные девайсы и рассказывать вам это вот так. Я не думаю, что, может быть, у кого-то, не сомневаюсь я, в общем, проще говоря. Во всяком случае, сейчас я не видел от продажных, в моем понимании, блогеров обзоров на них. Посоветую, что лучше купить Redmi AirDots или Xiaomi AirDots. Я бы купил, наверное, Halo GT2. Топ-10 на канале есть. Какие часы недорогие по типу Samsung Gear можно поставить мессенджеры? На вот эти можно будет, ждите глобалки до февраля, чуть-чуть осталось. Сейчас лучше купить Stratos 3 или T-Rex, однозначно Stratos 3, если вы дружите со спортом. Если нет, то T-Rex. Если вам просто зашел внешний вид и вам все равно на то, что я сегодня говорил, берите их. Дальше. Кстати, а вот квадратные Mi, вроде они не смарт. Там eSIM даже есть, даже звонить с них можно, то есть не смарт.
Мало что советуют рекламе. Например, с колес написано «ничего не выпрыгивает». Лонцик, здорово, давно не видел. Привет, подскажи, коннектится к ним нагрудный пульсомер? Нет, Руслан, не коннектится. Еще раз, основные недостатки, основные, их 13 недостатков, они прям не все, но вот из головы. Дисплей на 1/10 дюйма меньше, чем у GTR, которые являются просто вот, они копия GTR, только в другом корпусе, в моем понимании. Плотность пикселей меньше, тоже Gorilla Glass 3, нет вразумительной защиты от влаги и пыли, все эти военные стандарты это лабутень. Операционка такая же, как у GTR, загружать музыку нельзя, соответственно, подключать наушники к ним тоже нельзя, прослушивать с них нельзя. Чтобы вы понимали всю печаль, это 9000, это 3,5 Pace, загружать музыку можно, прослушивать можно и подключать нагрудный датчик. Единственное, в них нельзя плавать. Третий бассейн, оно у меня не пережило, это мои любимые часы первые. Дальше. Конечно же, нет eSIM, колонки, микрофона, даже барометра нет. И коцается пластик на ура, можете посмотреть у мужика, который первый в Китае сделал обзор на них. Конечно, может быть, я повторю все его суперские движения. Мне он понравился, вот, он был душевный. Почему? Потому что мне было интересно, реально ли корпус такой же, как у G-Shock'ов. Оказалось, нет. Можете посмотреть. Дальше, мне интересно, какие наушники. Hello GT2 до 25 баксов я бы взял. Что лучше, OnePlus Bullets 2 или Mi Fold 7? Уже отвечал, Матвей, OnePlus Bullets 2. Stratos 3 или GTR? Константин, если бегаете, Stratos 3. Когда-нибудь нормальные часы с Google Pay от Xiaomi Amazfit будут? Михаил, возможно, но я пока не верю. Я уже год говорю, что не верю, и пока не получилось. Привет, скажи, где покупать нагрудный датчик? Я покупал, Артем, с рук Polar H10. У меня была супруга в Петербурге и поехала, купила у человека, который в Финляндии их закупает. И, в общем, я рад. Почему нет обзоров на iPhone? Артем, вы как в воду смотрели? У меня есть у супруги iPhone Pro 11 Pro Max. Возможно, сделаю на него обзор, если она будет не против. Не думаю, что будет. Я попытаюсь ее уговорить. А про Pace со всех приложений сохраняется вся история уведомления, с ВК только последний. Не знаешь, так и надо? Понятия не имею, Константин. Я их утопил 1,5 года назад. Посоветуй ТВС уши за 5000 рублей. Буллицы вторые. Переходить на Mi Band 4 с чего? Хани, я тебя заблочу. Не стоит такие вещи писать. Здесь еще раз напоминаю, на этом канале нет мата, хамства. Все хамство и мат хотите писать, пишите мне в контакт, в Facebook. С удовольствием с вами пообщаюсь или нет, потому что это мой выбор. Здесь людям не старайтесь не портить настроение. Мы вечером собрались, обсуждаем часы, которые мало кому нужны, но блогосфера сделает все, чтобы они нужны были всем. Я к ним не присоединюсь, в общем, как вы уже поняли. Вот. Дальше. Вы пользовались айфоном? Да, Артем пользовался, но недолго. Будет ли обзор роутеров Xiaomi? Да. Я купил только сегодня первый роутер по совету моих подписчиков, которые, к сожалению, очень часто умнее, чем я во многих вопросах, и поэтому я и провожу, кстати, тоже стримы, потому что, скажем так, я, наверное, больше у вас узнаю, чем в интернете даже. Потому что есть телеграм-канал, есть контакт, есть Facebook, и, скажем, я просто консолидирую информацию. Так же, как сейчас стрим пройдет, допустим, 100 человек напишет, вот напишите, зашли часы, вот просто вот внешне, тупо я беру Stratos 3 и вот эти. Пишите, кому зашли, ничего, вот мне просто интересно, у меня есть конкретно люди, которые меня смотрят, вас сейчас 200 человек, зашли, не зашли, можете написать, не зашли. Мне важно ваше мнение, то есть мне, в принципе, только ваше мнение и важно, потому что мнение кого-то другого, это канал-то для вас и для меня. До 10 тысяч посоветуйте часы, пожалуйста. Есть топ-5 часов на канале, а так я бы подождал Mi Watch, умные часы. Вот, видите, сколько зашло? 2 зашли. Нагрудный сердечного ритма декатлоновский я бы не стал брать. Декатлон мне очень не нравится. Внешне зашли, по виду зашли. Зашлись мне их? Нет. Андрей, зашли. Какой роутер? Redmi чего-то там за 2300. Зашли, но цена неадекватная. Видите, большинству зашли. Дальше. T-Rex, внешний вид зашли. Вопросов нет. Если не сложно, зашли еще возраст, укажите. А почему недолго пользовались айфоном? Что не понравилось? На топовый не было денег, у меня, по-моему, тогда был вообще iPhone 5.
Камера Green зашли, понял. У меня сейчас они висят еще, отправили отказаться или нет от покупки. Варяг, вам носить этот девайс, вам он, если нравится, почему вы должны отказываться? Так, дальше. Привет, у меня вопрос. Будет ли обзор спустя опыт использования Mi Band 4? А зачем? Посоветую часы недорогие. Так, есть ли смысл переплачивать за BIP S, если или же взять Mi Band 4? Возьми Mi Band 4, почему? Потому что ты поймешь, нужен тебе вообще такой гаджет или нет. Дмитрий Вовер, огромное спасибо за поддержку. Вот, дальше. Зайдут пейс в корпусе GTR, понятно. Мне кажется, T-Rex для 9... Ну, не надо, Виктор, клише ставить, потому что люди разные. 27 лет норм. Вот. Сегодня розыгрыша не будет, Руслан, сегодня не 30-е. Мне 33 года, дизайн нравится. Вот увидите, сколько всего. Они выглядят на 150 рублей. Да, Владимир, я был уверен, что ты так напишешь. Владимир Иванов, вы, можно сказать, моя звезда. Звезда моего канала, так же, как и Алекс. Алекс, ты где? Напиши все, что думаешь. Роман, на руку можно эти часы сейчас надеть? Легко. Без проблем. Внешне зашли 43. Неужели Pamus Lite так плохие? Евгений, плохи они для андроида, да. Для iOS терпимо, но они точно свои не стоят. Своих денег не стоят. Как задонатить? Платное сообщение можете закинуть, можете стать спонсором канала. Так, самое главное, прожмите лайк за труды, потому что я покупаю девайсы, наживаю себе врагов и среди блогосферы, и среди подписчиков. Но говорю вот как думаю, к сожалению, для себя, но, к счастью, для вас, для многих из вас. Гоу, сколько кому в чате? Мне 33, мне зашли 34, 42 не зашли. Все-таки где-то 50%, друзья. Наверное, придется мне провести опрос. Опрос придется провести. Помните, что у меня рука прям 17 сантиметров, то есть она мусипусечная. Для мужиков, если у вас 100 килограммов или хотя бы 85, ну, у меня очень маленький диаметр кисти. Дальше. T-Rex слишком здоровые, 33 года. Как относишься к смартфонам Xiaomi? Нехорошо, но так. Они стоят своих денег. То есть они не топ за свои деньги, а стоят своих денег, альтернатив я не знаю. Великовато мне у Byte, потому что у меня рука маленькая. Скажи, пожалуйста, как насчет Verge 2, которые справа, Stratos 3 или они? Активно бегают 10-20 километров. Можно ли слушать музыку, как на Stratos'ах? Да, можно, и вообще там eSIM даже есть. То есть, если вы в Питере, то вы легко можете, точнее в Москве, подключиться к Теле2, либо в Беларуси, по-моему, уже подключались и использовать их как полноценные смарт-часы. Дальше. Адекватные люди, не буду обижаться на твое мнение, оно же только твое. Да, Иван, вот я вижу, зачем нужен вообще, я считаю, блогер? Он должен видеть недостатки вместо, помогать вам видеть недостатки. Достоинство должно помогать видеть рекламу, правильно? То есть в первую очередь. Поэтому, наверное, у меня больше негативных каких-то отзывов, хотя я стараюсь вот как-то разбавлять. Amazfit я люблю. Вот самый большой плюс этих часов. Так, мне 54 не зашли. Ну, вроде норм смотрится, понятно, адекватные ТТТ. Не, на руке массивно. Матвей, будет ли обзор на Realme Buds Air? Матвей, да. Я вообще сломался, Матвей, и просто уничтожаю бюджет. Я и Vivo заказал, и Oppo, и... скоро меня выселят. Так, это Mi Band 3, точнее Stratos 3. Я боюсь назвать бюджет на февраль у меня, сколько на обзор уйдет. Так, это Amazfit. Ну вот, Stratos 3 мне больше нравится. Хотя их носить вот так надо, выше косточки. Дальше. Расскажи про защиту у Stratos 3. Деркач, вы можете посмотреть и стримы, и обзоры на Stratos 3. И не только у меня, их прям море уже в интернете. И вот. Я думаю, что не стоит о них особо разоряться. В них можно плавать в открытой воде тоже. И здесь тоже, по идее, можно плавать. Но инструкцию вам уже читал. Дальше. К Stratos 3 приложите, и хочется размер сравнить. Окей. Раз. Меня больше всего пульсомер бесит, видите? Как здесь утоплено, как здесь вот сделано. Эконом-класс такой, супер эконом. Почему многие тебя хейтят? Егор, ну потому что вообще наускивают еще. Наускивают, потому что интернет это тоже определенного рода площадка, в которой есть конкуренция. И если вы думаете, что, допустим, для меня там 10-тысячные каналы не конкуренты, конкуренты. И полумиллионные, и миллионные даже.
То есть все равно вы либо прислушаетесь ко мне, либо еще к кому-то. А к кому вы прислушаетесь, к тому вы и придете. А у меня, наверное, миссия даже не для того, чтобы вы вернулись, а для того, чтобы вы не вспомнили, что польза плохой человек и советовал плохой девайс. Потому что я верю в карму. Вот и все. То есть я верю в карму, поэтому не могу пиарить то, что считаю, что недостойно ваших денег. Столько денег. То есть они стоят 6. 6 их предел, но не 9. Вот. Это знаете как? Мне все время припоминают мой позорный обзор на Havit G1. То есть у меня там чуть ли не яд с экрана тек. А с другой стороны, в Havit G1 я прекрасно вспоминал про то, что Havit G1 стоит своих денег в одном случае, если они будут стоить 3,5. И в итоге они стали стоить 3,5, но никто не вспомнил, что в обзоре я так и сказал. Стоит 3,5 нормальные уши, если сможете запихать. А посмотрите в комментариях, скольким людям они не подошли по форме, и вы найдете не один десяток очень расстроенных пользователей, которые выкинули 5000 рублей. А как ты думаешь, стоит покупать сейчас Apple Watch первой серии? Может быть, нет. Только третий. Саня, машинка дошла сыну, что молчишь? Варвар, да, огромное спасибо, прямо топовая машинка. Купил 2 года назад уже, спасибо большое, кстати, и Варвар, и Матвей за донат. Вот как донат кидается, друзья. Но самое главное, поставьте лайк донаторам. Люди, которые кидают донат, огромное вам спасибо. Можно стать спонсором, но самое главное, прожмите лайк. 300 наберем, будет круто. Хотя уже больше часа прошло, 300 нет. У тебя есть топ из ныне существующих MSFIT? Да, Stratos 3, топ. Вот. Какими сам сейчас пользуешься? Вот эти, мне очень нравятся Mi Watch. Kala, которые. У них вот прям топовые эти Watch Face. Ну, я старый, поэтому мне интересны такие странные штуки. Отличный канал, такое ощущение, что знаком давно и сижу со старым другом. Ризван, может быть мы знакомы? Redmi 7A нормальный? Думаю, нет. Донат. Спасибо, Максим. Матвей, вы нашли, что Havit G1 огромные. Но они огромные, у меня средние уши. То есть дело в том, что не фрик я. Я 76 килограмм, 182 сантиметра роста. Сотку я выжму, там 20 раз подтянусь. 3 из 10 выбегу через недельку, если тренироваться буду. В прошлом году 5 километров на лыжах я лупанул. 14-11, та-да. Но это я лыжи ненавижу. Но я не про это, я про то, что уши у меня большие. Слышу я хорошо, но вот Havit G1 в них запихивался с трудом. Поэтому я никого не хочу обидеть. Руки у меня чуть ли не женские. Запястье. 17 сантиметров это прям дно. Но с ушами у меня все норм. Можете в обзорах посмотреть. Поэтому Havit G1 все-таки не для всех. Когда обзор на ножи выйдет? Как смогу, Иван? Ну как смогу. Что лучше сделать? Задонатить или оформить спонсорку? Смотрите сами. Спонсорка дороже. Сначала вообще можете ничего не делать. Этот стрим, если вы обращаете внимание, я делаю через Tube. И это, не знаю, у меня один из фетишей. Я, кстати, хочу похвалиться. 195 человек на канале. Может быть, меня супруга и будет ругать, потому что она у меня а-ля редактор. Но мне предлагал Альфа-банк рекламу. Альфа-банк мне предлагал, чтобы я делал рекламу. Это уже левел. Левел не мой, кстати. Чтобы вы понимали, это левел тех, кто меня смотрит. Это вас оценивает при 100-тысячном канале банк, что вы та категория, которая кредитоспособна, перспективна, и меня это очень радует. Вот. Закажи на обзор ТВС наушники Miss Audio Q90. А, по-моему, заказал, кстати. Хорошо. OnePlus 7 или Mi Note 10? OnePlus 7 однозначно. У меня они тоже вполне средние. Вот я о том же. Тогда делаем вывод вместе, Матвей. Если у нас средние уши и Havit G1 не залезают в них, ну ладно. Еще, ладно. Какие из часов автоматически подключаются и имеют хорошую дальность соединения с телефоном? Самая большая дальность у Huawei GT2, вот, которые здесь лежат, если у вас Bluetooth 5 версии 5.1, которых очень мало, вот, то тогда вы сможете до 100 метров отходить. Но опять же 5.1 не везде найдешь. Деркач, огромное спасибо за 100 рублей и за вопрос. Пятнашка за Stratos 3 дорого. Я бы 1013 заплатил. По-моему, они дешевле. Где вы 15 нашли? Посмотрите на Алиэкспрессе, да и в других. Мне кажется, их реально дешевле найти. 13 норм. Пили рекламу. Максим, я подумаю об этом завтра. Это пока мой маленький понт. Хороший понт дороже денег. Вот это мой понт. Будет реклама? Будет, но не сегодня. Когда вырасту в том понимании, в котором я считаю должен вырасти. Пока хожу со стратосами. T-Rex, правда, дороговато. Дизайн нравится ко мне.
Но мне к спеху, не к спеху, я подожду распродажу 11.11. Вот и правильно. Я еще раз повторяю, что все эти гаджеты из разряда на руку, из разряда Mi Band'ов, Honor бендов, часов. Если вы хотите что-то покупать из часов, в первую очередь у меня к вам основной вопрос. Были ли когда-нибудь у вас браслеты адекватные? То есть Mi Band 4 или Honor Band 5? Если у вас не было браслетов, то нам с вами не о чем говорить в плане того, что не стоит вам ничего покупать серьезного. Купите браслет, походите. Если вам зайдет, если вам будет это полезно для вашей жизни, то круто. Вы видели, сколько мне дизов налепили сегодня? 18 штук. Я сегодня в фаворе. Не забываем прожать лайк, добавить канал, стать подписчиком канала и поставить колокольчик, потому что все обзоры здесь очень маленькие и очень длинные стримы, на которых я стараюсь вам на все ответить. Во всяком случае, свое мнение я излагаю без, наверное, каких-то рамок. Я понимаю, что со многими я не согласен, и многие со мной, но вот так. Xiaomi топ, все остальное хламантин. Нет, Лонцик, я не согласен. Все было здорово, всем пока. Владимир, счастливо, спасибо, что зашел. Я Stratos 3 за 10 тысяч брал. Виктор, вот теперь я тебя начинаю тихо ненавидеть. Где ты их украл за 10 тысяч рублей? Я, по-моему, за 12 700 брал. Нет, мне товарищ покупал из Китая, там вообще какая-то нормальная такая сумма была. Ладно. Нужен агрегат для походов в лес, соответственно, навигация по точкам без использования смарта. Семен, это лучше поползать на форумах 4PDA, потому что таким образом часы я не юзал. Но, конечно, это Stratos 2 и 3, Amazfit Stratos. А так лучше обязательно посмотрите на примеры использования на 4PDA, допустим, том же. Потому что это очень специфическая штука, о которой вы говорите. И лучше не теряться. Дальше. Возьми часы от Polar на обзор. Андрей, зачем? У меня были одни, они были никому не интересны. Заказал себе Verge. Данияр, поздравляю вас. Виктор Яншин. Где брали Stratos за 10-200? Мне тоже интересно. Я сегодня заказал на Али Xiaomi. Потом прочитал, что их закрыли магазины. Придет все. Они закрыли магазины только в реальном мире. В интернете они все продают благополучно, есть доставка. Кто-то прощается, а я только пришел. Все бывает, просто человек. Дальше. Не забываем прожать лайк, написать, что еще купить и подписаться на канал. Спрашиваем, что еще интересно по этим часам. Могу еще раз пройтись по их недостаткам, наверное, раз 10. Но уже так из головы. Нагрудный датчик не подключить. Gorilla Glass 3. Роман, вы просто одарили меня. Огромное спасибо. Самый большой донат сегодня. Давайте, ладно, тогда поотвечаю. Дальше. Почему большинство смартфонов с диагональю 6,4 дюйма? Почему так как мало компактов и лопат, а при попытке пользоваться 6,4 одной рукой они у меня выпадают из рук? Крайне неудобный формат. Матвей, они делают под основное количество населения. Это как AirPods, и не всем подходят в уши. Основное использование у меня Mi Band 4. Это сообщение и Telegram и тому подобное. Есть ли смысл в Stratos 3 на солнышке днем лучше? И вообще чем-то лучше? На солнышке одинаково по мне будут. Хотя трансфлективный дисплей он лучше будет отражать. Но если вы видите Mi Band 4, Stratos 3 вы также увидите. Единственное, крупнее цифры, конечно. Привет, закажи Realme X2 или Realme XT. Brandit, вы думаете, мои обзоры на телефоны особо заходят? Посмотрите на канал. Пока я еще не на том уровне развития. Хотя, может, куплю. Идея норм. Почему? Нормальные телефоны. Я подумаю, спасибо. На Алиэкспресс на 11 числа со всеми акциями на офф-магазине получил 8.01.20. Ничего не понял. Это значит, вы за 8 тысяч купили? Какие ремешки на Amazfit Bip посоветуешь? А у меня был стрим, посвященный просто человеку ремешками. Я советую исключительно оригинальные ремешки. Потратьте 700 рублей, но будет вам радость. Иногда там по 600 можно купить. Я, по-моему, за 800 покупал Amazfit'овский ремешок. Дальше. Как тебе Asus Zenfone? Asus все для, плохое старое слово, но гиков, мое мнение. Kinera Y623 стоит своих денег. Давал товарищу сегодня с музыкальным звуком, слухом еще раз. Потому что я стараюсь давать не одному человеку, который закончил... Ладно, не будем, это все лирика. В общем, проще говоря, да. Но до 6000 это перебор. Можете Kinera взять. А вообще, какие у вас до этого наушники были, самое главное? Какие вам не зашли или зашли? Потому что очень часто мне пишут люди из разряда: я купил Palm Slide, а до этого что вы покупали? Я покупал Tronsmart, я покупал Havit G1, они плохо залезают. И в итоге ты понимаешь, что в принципе вот там 5 пар наушников ты не советовала и 6 не посоветовала, он купил, а потом пишет тебе:
Как так могло произойти? Они же лучшие из того, что я брал. Лучшие из худших. ТЧК. Для леса гор Гармина. Конечно. Или Суунта. У Суунта тоже норм. Автономность у Терексов 20 суток. Вот, притом, ну, как бы неплохая, я считаю. Так потому что на них ничего нет. Ни барометра, ни подключения беспроводного нагрудного датчика, ни заливания туда памяти, программ, часов, еще чего-нибудь. То есть максимальный такой зажатый функционал. Купил Fitbit Versa 2. Довалип. Профессиональные часы для занятия спортом. Какое твое мнение? Не знаю, не тестировал. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Я купил JBL Philip 5 за 4700. Это норм. Я понятия не имею по JBL. Мне кажется, это подозрительно дешево. Мне так кажется. КЗ S1 вообще норм, только надо будет на эквалайзере высокие частоты выкручивать. Смотря, правда, какой у вас телефон. Какой смарт купить до 25 тысяч? OnePlus любой. Насколько хватит денег. Здравствуйте, стоит ли покупать Xiaomi Amazfit GTR в титановом корпусе, как они по практичности? Как и любые GTR-ки. GTR это часы для красоты, они так же, как и эти, в первую очередь для внешнего вида, а во вторую очередь для оповещений. Все, потому что еще раз, те, кто вспомнит про спортивные функции, я очередной раз включу вам отчет вашего пульса, потому что уже есть расслабление, видите, я их в руки, я в руки взял, сейчас скажут. А вообще в течение стрима, который у нас уже идет сколько? Час с лишним, несколько раз мы пробовали проверить наш пульс, аудитория все время от 40. Сергей, огромное спасибо, я не знаю, с чего вы решили меня закидать деньгами, но спасибо. Это будем считать, что мини-компенсация того, что я выкинул на это дело 9000. Слова стрим, название видео так или нет? Нету. А зачем? Там у вас и так есть пометка, что это стрим. Разве в магазине Xiaomi Ali есть ремешки бибовские? Я видел. К ним подойдут и Amazfit GTS, кстати. Так, легкая, 107 у аудитории пульс. Все у вас нормально. Ребят, давайте будем смотреть видео про телефоны. Да, давайте вы будете смотреть видео про телефоны, я буду их заказывать. Как часто стримы? Либо когда интересный девайс, вот как сегодня, либо по воскресеньям. Раз в неделю отвечаю на все вопросы, прибегают много-много людей, разных спрашивают и уходят, ставят лайк, не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колокольчиком. У кого есть уже колокольчик, не забывайте еще раз его снять и прожать, потому что очень часто исчезает это дело. А обзоры, если вы заметили, практически каждый день последние полгода, может быть, дней 20 не было из 180. Вот. Александр все-таки старается, спасибо. Польза, привет. Так девушку в фильме... Так, девушку звали в фильме «Стиляги». Окей, BPS закажешь однозначно. Какие часы для бега посоветуешь? Лучше бюджетные, но не ерунду. Amazfit Pace, либо Polar, смотря насколько дешевая. Дошикл, Ролтон нет. Просто человек, это мини-наркота. Дальше, где дешевле покупать, и чтобы не спотыкнуться на качестве? Я всегда покупаю на Али, но у меня из 10 товаров 9 приходит, а один я возвращаю средства. И в среднем, наверное, у одного какой-нибудь брак, тоже часть средств мне возвращают. Не ожидал от Amazfit такой шляпы. Шажок назад, как по мне. Стратос рулик. Игорь, я считаю, что это вообще просто разводилово, либо хайп, но учитывая, как много людей поставило плюсики из тех, кому нравится внешний вид, опять же, они определили мой обзор. Обзор не будет таким хейтерским, как сейчас стрим. То есть я реально понимаю, что многим он нравится, многим даже из моей аудитории. Потому что вряд ли меня может терпеть кто-то, кому заходит чуть-чуть другого рода стрима. Напоминаю, что мата на канале нет хамства и все у нас по-доброму. Пишите вопросы, я вам буду отвечать. По поводу часов, еще раз, один из минусов, который повторять буду несколько раз, это ремешок кастомный. Вы обычный ремешок не купите. Это большая проблема. Вам кажется, что вы сегодня купите, даже вот для тех, кто из-за внешнего вида их покупает, вам кажется, что вы купите эти часы и все будет круто. Нет, у вас будет проблема с ремешками. Ориентировочная цена на T-Rex или BIP S. На T-Rex $149. Ссылка будет в описании к видео, как всегда, но это потом. Вот, это совсем потом. Почему? Давайте, какой еще поставить вам супер-мега анти-крутой циферблат. Не нравятся мне циферблаты у них вообще. Говорю, посмотрите на Call Watch у меня или еще у кого-нибудь обзоры и посмотрите, сколько там циферблатов очуменным. Как вы относитесь к айтипедии? Никак. Без сарказма. Можешь подсказать, что лучше по звуку? Meizu Pop 2 или Galaxy Buds? Meizu Pop 2 однозначно. Так.
Дальше, я заказал JBL Flip, уже ответили. Это оригинал, урвал по хорошей скидке. Что выставлять? Ну, без разницы тогда. Если всем без разницы, выберу то, что нравится мне. Хотя мне ничего не нравится, но будут желтенькие. Андрей Караулов, где покупал JBL? Скорее всего, покупали на Алиэкспрессе во время скидок. Мы 400 лайков добьемся с вами, друзья. Давайте напряжемся. Видите, сколько дизов? Надо хоть как-то процент выровнять. Хоть чуть-чуть. Это, скорее всего, люди, которые уже заказали данные часы и которые не особо разделяют мое мнение. Какой-нибудь авиационный экран. Угу. Давай зеленый с белым. Уже желтый ставлю. Сейчас еще какой-нибудь поставлю. Что скажешь о Huawei FreeBuds? По поводу каких именно Huawei FreeBuds? Их было несколько. В первую очередь скажу, что Huawei FreeBuds мне всегда нравятся. У них есть свои минусы. Жаль, что Huawei не может дотянуть до яблока. Почему? Потому что яблоко 5 часов автономности, Huawei 4. ТЧК. До свидули, как говорится. И это очень печально. Почему? Потому что 3 года прошло с появления благополучной первой серии от яблочных маньяков, автономность все равно никто не смог догнать. Дальше поставил 3 лайка. Артем, спасибо. Ты помнишь меня? Я на каждом стриме. Нурб нет, если честно. Я помню, наверное, людей, которые уже больше года тусят у меня на канале, поэтому находятся, дружат со мной. Не знаю, наверное, человек 80 я помню. Дальше сравни по габаритам. По габаритам. Я уже сравнивал, еще раз повторяю, что вот Stratos 3 и T-Rex, и самое убогое это вот пульсомер Stratos 3, а это пульсомер T-Rex, и он давит. Ну как бы если у вас нормальная жировая прослойка, вряд ли давить будет, но если у вас рука, как у меня, худощавая, то вряд ли, то вам скорее всего он будет давить. Плюс они, конечно же, вот из разряда, когда у меня спросят, как они считают пульс у аудитории, у воздуха. Тем, кто сейчас пришел, сейчас посчитают пульс, смотрите на экран, заряжайтесь часами. Как помните, в воду заряжали, вот так же я зарядил эти часы, сейчас они зарядят вас и скажут, какой у вас пульс. Дальше, что скажешь о бюджетных часах Blatter Lexi? Не знаю, что это такое, понятия не имею даже. Жду стримы или видео по бегу. Предыдущие видосы очень помогли с выбором нужных аксессуаров. Роман, а чем я еще тогда могу помочь? Если вы в полной экипировке, то вам осталось только бегать. Лен. Вот. Не стрёмно сейчас с Алика что-то заказывать? Не будет ничего. Богдан, посмотрите Комаровского. Я мужика этого очень уважаю. Когда у меня ребенок был маленький, мы очень много с супругой смотрели роликов. И он всегда помогал. Прям всегда. Почему не успел? Михайло, я еще 300 тысяч раз всем отвечу. Ронда, как тебя не помнить? Ты же не видишь. Что, я не вижу, что ты мой мини-администратор. Не слышал, будет ли Stratos GTS Lite версия? А куда там еще больше Lite? Обычные у меня уже 3 наушники после гарантии, и ни одни не работали дольше 3 часов. Часто неравномерный разряд. Мазашака 18. У меня оригинальные AirPods у супруги, они держат 5 часов. Я не знаю, откуда у вас 3. Может быть, вас просто постоянно пытаются обмануть, или у вас восстановлены они. Доброго вечера. С размерами, цена и функционал между Stratos 2 и 3. Сходу 3. Можете посмотреть, были стримы в сравнении. И почему? В первую очередь из-за того, что они более продуманы. Но внешне они нравятся мне меньше. То есть вот Stratos 2, вот Stratos 3. В конце концов, говорю, видите, очень часто вспоминаю про пульсомер. Почему? Вообще он обычно не нужен на подобного рода часах, потому что люди, которые их используют при беге, часто используют что? Правильно, нагрудные датчики. Дальше. Мини-администратор, да. У Midigi U-Watch не заказывал? Нет. Я не буду, вот каждый раз, когда я покупаю подобные вещи, у меня сбегает с канала 1500 человек после обзора на подобные штуки. И называйте меня как хотите. Но, во-первых, зачем мне у Midigi, которая мне не нравится? Во-вторых, зачем мне делать обзор на то, что мне не нравится? Вот сейчас я делаю обзор на то, что мне нравится. Я люблю Amazfit. И если бы не было вот этих часов, вот их закрываем, и я такой прочитал про эти часы все и купил, меня бы они полностью устроили. Но так как меня конкретно реклама их обманула, и я ожидал большего, как и вы, как большинство из вас, кто знает, что такое Amazfit, вот так. Какие круглые умные часы посоветуешь до 9000? Кисть такая же тонкая, как у тебя. Стратосы. Стратосы вторые, Артем, ты будешь очень радоваться этому делу, потому что GTR-ки, ну не очень они выглядят, если честно, на моей кисти.
Если тебе нравится внешний вид, либо в Титане брать, но они дорогие. Саша Крутин, да, по-моему, тебя помню. Да, тоже только у Комаровского посмотрел, по ссылке с Али получать можно. Ну вот видите, ну я без этого бы получал, потому что я без посылок существовать не могу. Не забываем прожать лайк, поставить колокольчик и подписаться на канал. Все у нас по-доброму. Какие лучше взять часы для занятий спортом в тренажерном зале, как правильно пульс, чтобы правильно пульс показывали и трату калорий? Артем, в зале вы будете всегда, во-первых, это переменные нагрузки, во-вторых, вы будете всегда покрываться потом. Лучше купите нагрудный датчик и подключите его к смартфону. ТЧК. А по поводу траты калорий, серьезно, мужики не должны этим заморачиваться. Вы извините, это не сарказм, вот это мое субъективное мнение. Все у вас уйдет. А так, калории пусть у вас либо товарищи считают, либо тренеры. Если вы будете по поводу этого загоняться, будут проблемы. Да, жена говорит, что это сексизм. Какие ТВ-суши взять до 2000? Топ-10 на канале. Вопрос по MSFit BIP. Есть ли в белой коробке или в черной разница какая? Нет. Если это не BIP Lite. По-моему, нет. Тем, кто только что пришел, коротко, почему T-Rex плохие. Спасибо. Пожалуйста, первое. Потому что у них нет адекватной защиты от влаги и пыли. То есть у них есть такая надпись Military стандарт ТТТ. Мы все думаем, что это как G-Shock, долбишь их об асфальт, с ними ничего не происходит. Первый обзор на русском тьюбе от мужчины, который сделал его более чем хорошо, который я смотрел, у него они сразу коцнулись. Здесь стоит Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 3 у MSFit'ов Verge 2 у меня разбились в первый день. Ну, я, понятно, их тестировал как раз как этот мужичок. Но у него упал он, соответственно, так как экран утоплен, на пластик. Второе, нельзя подключить нагрудный датчик, нельзя закинуть туда музыку, нельзя ее прослушивать через Bluetooth. Третье, кастомные ремешки, которые вы очумеете покупать. Четвертое, крайне убого сделан пульсомер. То есть вот Stratos 3 пульсомер, вот пульсомер, как выпирает, и он давит от T-Rex. Четвертое, помимо пульсомера, как вы уже великолепно заметили, и это актуально, если на стратосах или на других часах, на которых можно подключить нагрудный датчик, это не актуально, здесь у аудитории пульс меряется дистанционно. Шучу. В общем, у воздуха. Помните, Honor Band 5, вот они у воздуха не меряют. Много чего, кстати, не мерят. Какие-то даже из MSFit'ов тоже измеряют воздух, пульс воздуха. Потом, еще какие конкретно негативные стороны. Вы ожидаете большого экрана у GTR за ту же цену 1,39 дюйма, у этого 1,3 дюйма. И это реально, потому что 352 точки, 64 у вас пульса у аудитории. Вот, соответственно, 352 точки у GTR-ки, 360 точнее точек на 360 плотность пикселей, здесь 454 на 454. Ощущаете, да, разницу? И что еще из негативного? В инструкции не советуют надолго вот в этих суперчасах погружаться в воду, точнее глубоко, а потом их сушить. Вот такие вот суперармейские часы. И по внешнему виду мы уже решили, что всем прям прет, а вот по виду счастливых циферблатов, которые почему-то расхваливал, я не помню кто, на американском тьюбе кто-то расхваливал, но я не знаю, вот что угодно у GTR, у GTS и даже у Call Watch, посмотрите мой обзор или еще чей-нибудь, у всех циферблаты круче, там и такие есть, и плюс еще много всяких интересных. Давайте какой-нибудь там цветастенький, это как в Стратосах, давайте такой супер красный, Deep Black. Вот, я надеюсь, на ваш вопрос кратко ответил. Си-Чип, очень рад, что ты пришел. Вот тебя здесь не хватает. Ты очень позитивный. Люблю тебя смотреть с родителями, без мата это топ. Объясняешь круто. Андрей, очень рад, что вы меня смотрите. Вот. С чем могу, помогу. Что скажешь по Samsung Galaxy Watch Active? Не тестировал Mi Band 5. Известно, что выйдут. Помнишь, я спросил обзор на Sony? Ты сказал необоснованно дорого. Нурб, я не буду покупать Sony. Sony можно прийти в магазин. Я, может, буду когда-нибудь, когда у меня будет лишняя пятнашка. А так вы Sony можете пойти и послушать в магазине. ТЧК. Правильно? Или у друга. То есть Sony, там, Panasonic, все это без проблем покупается в магазе. Когда уже выпустят годные часики? Жду 2 года. Рома, а может они вам не нужны? Мне вот, допустим, я не носил часы до того, как не купил MSFit Pace. Спортивные или умные. Какие часы взять с NFC? Потом бипы и потом много еще чего было. Взять с NFC часы какие-нибудь из магазина. Huawei GT там. Что известно про Mi Band 5? Что они выйдут.
Загрузить циферблат 5 с правого столбца, пожалуйста. Окей, так, давайте посмотрим, что здесь с циферблатом. Черный с красным. Не забываем прожать лайк, кто пришел. Чего-то мы даже 400 с вами не можем добить, но я вас верю. Надеюсь, вы меня тоже. Так, четвертый, еще раз. Четвертый, не успел. Не успеваю прочитать. Пятый с правого столбца. Раз, два, три, четыре, пять. Так я его вроде останавливал уже, ну ладно. Дальше. Что известно? Ты купил бип, сейчас у меня Стратос и нагрудный пульсомер. Все из твоих обзоров. Спасибо за качественный канал, Пушка. Подскажи, пожалуйста, по носкам. Правда, что беговые носки комфортные и удобнее, чем обычные? Да, Артем, правда, одни купите, и они вам будут на всю жизнь. Я купил с найковские года 4 назад. Они у меня до сих пор живут. А какое 4? 5 лет им уже. В общем, им хоть бы что. По один раз 1500 потратите и все. А лучше сразу гертами, если вам не стыдно будет бегать. Я вообще себе розовый купил Айсекса, потому что на распродаже они стоили не 4, а 1200. Без разницы, я слишком стар, чтобы париться по поводу цвета. Лучше быть GTR в Титане купил. Андрей, так есть у меня GTR и GTS, а эти я покупал, когда еще Титана не было. Добрый вечер, а будет обзор на часики Huawei Watch 2. Они очень старенькие, помогают твои обзоры, реально и честные. Хотел бы услышать твой отзыв. Опять на Huawei. Вот серьезно, Эдуард, посмотрите, там все очень плохо потом со мной будет. Не можем пройти послушать, так что ждем на канале. OnKio. Не знаю, что это. Где обзор на часы? Будет. Сейчас у нас стрим на эти часы. Что думаешь о Honor FlyPods Lite? Думаю, что Honor FlyPods Lite хорошие наушники. У меня есть обзор на них. Купил девушке iWatch 5 серии, но у самого у меня не iPhone. Какие часы для андроида взять? Подождите, пока Mi Watch выйдет на глобалке. Это будет в феврале, и купите. На форумах пишут, что у Gorilla Glass 3 самые стойкие к разбиванию, потому что в часах до сих пор ставят их. Следующее поколение сложнее царапаются. Андрей, конечно, вот Gorilla Glass 3 очень стойкие. Можете посмотреть обзор на Verge. Я прямо аж от стойкости очень сильно удивился, как купил их. Они мне понравились. И в первый день стресс-тестов хана. Та-да! Сколько вам годиков? 36. Расскажи про кроссовки Xiaomi, полегче по весу. Есть топ-5 на канале кроссовок Xiaomi, можете посмотреть. Негодую, что эти заказал. Да почему, Андрей? Может, я говорю, очень часто люди подвержены, я не про вас говорю, но вообще в целом. Я сам подвержен чужому мнению. Потому что видел рекламу на MSFit, и у меня как это, красные шоры, там, по-другому не сказать, именно красные, еще и шора. У меня чуть ли не мигало, надо эти часы купить. Я там где-то в форумах начитался, что беговые лыжи будут. Их нет. Я начитался, что там можно будет нагрудник подключать. Конечно же нет. Я начитался, что они там чуть ли не для альпинизма. Смешно. В общем, сам себя обманул. А внешне вы сами увидели, что больше половины аудитории они нравятся. Это самое важное, потому что это тот девайс, с которым вы будете контачить. Единственное, конечно, печаль – это пульсомер. Пульсомер, который считает пульс у воздуха, потому что нагрудный пульсомер вам не подключить, а это получается слегка лабутень. Как думаете, стоит ли переходить с Mi Band 3 на 4? Да, почему нет? Лучше взять Mi Band 5 или Redmi Band? Я понятия не имею, что это за вопрос. Mi Band 4 купите. MSFit Verge норм в 2020-м. Супруга бегает с MSFit Verge и ничего. Как бы да, почему нет, если вам нравится. Будет жесткий тест на T-Rex. Хочется уж посмотреть правду. Эдуард, ну как бы, вам просто хочется посмотреть, как я их убью. Я говорю, я много каких девайсов убил. Я говорю, вот это вот дело очень сильно вряд ли что-то переживет. У меня их запас. По-моему, Mi Band 4 разлетелся последний. Броски об асфальт. Ну посмотрим. Я не вижу смысла, если честно. Потому что максимум, что произойдет, набегут хейтеры. А сейчас на стриме хотел примерно представить, каким образом люди интересуются или нет стресс-тестом на эти часы. Им не важно, им нужен внешний вид. Внешний вид здесь есть, который им заходит. А все остальное, они не будут падать на асфальт, они не будут ползти в горы, они будут идти в офис, показывать эти часики и говорить, мне вот приходит не на Mi Band 4 оповещение, а сюда. И будут рады. Та-да! Будет жесткий тест. Подскажи, пожалуйста, какие лучшие амбушюры с эффектом памяти взять? Это прям вообще очень долго надо подбирать. Потому что, Виталий, я вам скажу, что я раза 4 заказывал на Алиэкспрессе, и все, что мне приходило, было очень плохим по качеству. Пришли мне ренки, наушники, и с ними в комплекте шли пенные амбушюры. Они были топом.
Поэтому подсказывать в данной ситуации неразумно, как минимум. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колокольчиком, может быть, стать спонсором канала и писать в комментариях, что еще купить на обзор. Можете, кстати, в комментах написать, нравится или нет внешний вид этих часов и сколько вам лет. Потому что я уже понял, что обзор будет позитивный, благодаря большинству подписчиков, но я пока не уверен. Наверное, сделаю еще все-таки какой-нибудь опрос ВКонтакте в группе. Там, правда, не так много, 2000 человек, но они более-менее активные. Обзоры только на электронные часы будут. Владислав, обзоров на канале 446 штук на все. Начиная от ламп и умных весов и заканчивая телефонами, ноутбуками. Вот как бы так. Есть смысл покупать часы до 3500 ради знакомства с диковиной или сразу что-то посерьезнее? Да, купите Amazfit Pace на распродаже. Но опять же, если вы бегаете. Если нет, купите Mi Band 4, чтобы поюзать подобную технику. Поносите Mi Band 4, если поймете, что они вам нужны, тогда покупайте. Так, ношу G-Shock. Для меня это топ. Хотелось бы усовершенствованную модель от Xiaomi, так как Casio дорогие. Надежды были на T-Rex, но однозначное разочарование. Вот Рома меня понял. Подскажите, у Stratos 3 есть альтиметр, высотометр? Посмотрите обзор, по-моему, да. Но я не уверен. Я уже не помню. Просто Redmi Band будут выходить от Redmi. И скоро выйдет Mi Band 4. Mi Band 4 уже давным-давно, Руслан, вышел. Спасибо за стрим, пойду спать. Серж, спокойной ночи. Саша, ближе к правде. На каких часах пульсомер более-менее реальный? Без вранья. Stratos 3 и Stratos 2 тестировал с товарищем. Он бегал в Polarах M400. И у него был нагрудный датчик. В общем, проще говоря, мы сравнивали данные Stratos 2 и Stratos 3 с нагрудным датчиком Polar H10. Удар в удар. Вот я не знаю, что за лабутень. Бегали, наверное, часа 2 суммарно. Самый мой печальный бег в прошлом году, потому что я со спортом завязал, а вот чтобы протестировать этот пульсомер, на который я, кстати, так и не сделал обзор, я вот бегал как конь. И на подъемах, и все. То есть и Stratos 2, и Stratos 3 после последней прошивки у меня при беге, не в зале, показывают такой же пульс, как и нагрудник. Но я все равно бегаю в нагруднике, если бегаю. Потому что береженого Бог бережет. И неизвестно, что у вас там, допустим, если вы зимой бегаете, под курткой собирается, соответственно, может перейти это все в печаль. На Samsung Watch тоже не рекомендую нырять, плавать в море, хотя и плавал, и нырял. Спасибо. Sennheiser Urbanit хорошие наушники. Лоли понятия не имею, они стоят космос. Я такие дела не тестирую. Те, кто может покупать такие наушники, просто покупают такие наушники без тестов. Часы дороговаты, но, наверное, в своей категории качественные. Я не согласен. Об этом и стрим. Дальше. Mi Band 5. Окей, данные часы хорошо пойдут к тем, кому нравится G-Shock. Я думаю, данные часы подойдут, не данные часы, а если вам нравится G-Shock, вы можете посмотреть обзор на 2017. Часы за $15, тоже от Xiaomi. Вот они копия G-Shock'ов. Вот они зайдут отлично. 1000 рублей потратить, а не 9. Та-да. Mi Watch или Stratos, что взять? Что больше нравится? Но Mi Watch надо подождать атом глобалки. Блин, вообще смотри, будут выходить Redmi Band и Mi Band 5, и как думаешь, какие купить? Руслан, это тот канал, на котором обычно не рассуждают. Не обычно, а вот 4,5 обзоров практически, и я пока ни разу не балаболил из разряда «А я видел рекламу, мне нужны несколько десятков тысяч просмотров, и поэтому я расскажу об этой рекламе». Нет, мужики, вот когда у меня будет, девушки, когда у меня будут на руках девайсы, я расскажу. Если я захочу сделать... не знаю, выводы из чего-то подобного, я также буду запиливать рекламу и рассказывать вам через нее, но на данный момент я как-то это ниже меня чуть-чуть, это ниже моего достоинства блогера. Я очень надеюсь, что это поменяется, ничего страшного в этом не будет. Я считаю, что это будет следующий уровень у меня, когда я смогу рассуждать просто тупо о рекламе. Сделай краш-тест часов Lenovo Watch 9. Зачем? С пульсомером надо сравнивать. С пульсоксиметром надо сравнивать. Окей, Уабайт. Конечно же, Polar H10 как нагрузник просто днище, просто его половина спортсменов использует, а так что с ним сравнивать-то? Блин, вообще смотри дальше. Привет, ты получил Blitzwolf FIA 7? Я получил FIA 6. Зачем мне FIA 7, если это недоработанный Silable S101? Ношу GTS, не бегаю, заморочен ремешками качественными, но недорогими. Оригинальные дорого. Ловлю скидки. Ник, спасибо, буду знать. Amazfit Pace сравнивал с тонометром. Плюс-минус 2 удара, так что норм. Спасибо. Рука тоже маленькая, понятно. Ну и хорошо, просто мнения какие лучше будут.
Нет у меня мнений, я их не видел, я понятия не имею, о чем вы говорите. Какие можно купить часы по дизайну, схожие на GTR, нормального качества, недорогие? А зачем вам похожие, если есть GTR? Дешевле нет? Вы можете любые китайские за 1500 купить, они в принципе все похожие будут. Можно ли перепрошить Meizu Pop 2? У меня не получалось, только Pop 1, Марат. Вот такая у них печаль. У них вообще очень много у Meizu печали, что в накладных, что в таких ТВС-ках. Звучат хорошо, а вот с стабильностью у них драма. Так, много я начал пауз делать. Мне кажется, что пора стрим, наверное, заканчивать. Спасибо, что были на нем. Я не знаю, сохраню я его или нет. Ставим лайки, если сохранить. Ставим дизы, если не сохранить. Обзор будет более позитивный, чем стрим, и менее эмоциональный. Почему? Наверное, потому что эти вам часы зашли. Но это не значит, что я там не вспомню про недостатки. Я их скомпилирую, соберу в кучу и выдам потом в конце. А вы уже сами решайте, тратить 9000 рублей на обманку их. Обманули они меня. Обманули и у вас пульс посчитали. Давайте последний раз они посчитают пульс аудитории, у аудитории. Я с вами еще раз попрощаюсь. И на этом закончим наш стрим. Было приятно, спасибо за обзор. Уабайт, это не обзор, обзор будет. Это вот стрим для подписчиков, чтобы они не бежали покупать. Можно ли бип запилить плавание и горные лыжи? Нет. Подождите, бип? Нет, нельзя. Спасибо за очередной суперстрим. Эдуард, вам спасибо. 2V4H, вам тоже спасибо. Руслан, счастливо. Евген, счастливо. Ну, 1000 лайков не было, поэтому не резали. Наши сердца бьются в унисон. Марат, надеюсь. Михайло, спасибо. Варвар, огромное спасибо, что тоже присутствовал. Константин, не выключай, разыграй их. Смешно. Максим, завтра будет розыгрыш Mi Band 4. Почему завтра? Завтра 29. У нас есть 30 же в январе. Почему? Какой розыгрыш 29-го? Удачи, давай удачи. Тебе самые здоровья большого. В воскресенье разыграю все. Бип С собираетесь покупать? Конечно, да, Лоли. Лоли счастлива, а я не успел посмотреть. Пульс был? Пульс не успел посмотреть, друзья. Может, они не насчитали в этот раз? Нет, расслаблено. 81. Отлично. Когда обзор будет? Думаю, через дня 2. Может, послезавтра, может, через дня 3. До пятницы сделаю все, чтобы сделать обзор на них. Опять же, обзор будет маленький. Всегда маленькие обзоры. Без негатива. Но с недостатками. Алишер, нормально. Угрюмый девайс. Да нет, Сергей, как мы уже выяснили, очень многим он нравится. Притом взрослой аудитории и главное внешний вид, как всегда. Отдохнул, удачи. Ник и я отдохнул. Вам спасибо. Алексей, спасибо. Не забывайте прожать лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Обзоры почти каждый день. Ну или вот стримы. Алексей, счастливо. Traces 1 динамик микрофона отсутствует. Сколько минут обзора? Я не знаю, Саня, думаю 5-7. Но во всяком случае, все, что вы хотите узнать, есть в начале этого стрима на 5 минут. Я его сейчас закрою и, может быть, удалю, а может быть, нет. Но подожду до завтра, посмотрим. Если меня не сильно будут дизить, то, наверное, оставлю. У меня уже наступило 29. Поздравляю. Ладно. Что там еще он показал? Измеряем последний раз, да? Может быть, в этот раз они победят себя. Не стоит, по моему мнению, Антон, по мнению некоторых стоит. Евген, на ваш нынешний смартфон есть обзор? Да, на OnePlus 7T, но он негативный, а так мне очень понравился. А на яблочный 11 Pro Max пока нет, но он будет негативный. 85, расслабленный пульс аудитории. Спасибо большое, что пришли. Сань, походу, это косяк прошивки был. Обзор одного блогера, где GTS для начальной прошивки воздух тоже мерили. Гарин, давай, чтобы никто не думал, что насчет там начальные прошивки, не начальные. Я обновил эти часы, уже обновил. Обновил благополучно. Что это значит? Это значит, что, по идее, вот сейчас вы их покупаете и такие, они должны считать пульс. Можете перепроверить сведения о прошивке. Вот она. Это последняя прошивка. Новой пока никакой нет. Конечно, Гарин можно придумать, что потом они начнут проигрывать музыку, к ним можно будет потом подключить нагрудный датчик. Конечно же, у них появится IP68 какой-нибудь официальная гарантия на это дело. Они перестанут коцаться при падении на асфальт. А еще они, не знаю, связь с высшими силами будут осуществлять. Но это потом. Так же, как модуль NFC появится, и вы будете оплачивать
но, как говорится, пользу уже несет, поэтому спасибо большое, что вы были на стриме. Конечно, QCY T5, Антон, я за то, чтобы подешевле. Вот. Гарин, у меня нет смысла обманывать моих подписчиков. Это низко. Константин, счастливо. Поэтому я делаю подобные стримы. Потому что в обзоре можно напилить что угодно, вы и так это прекрасно знаете. Вот это самые крайние права от Mi Watch. Да, Mi Watch. Только название. Что название? Это Amazfit T-Rex. Пока. Счастливо всем. Спасибо, что были на стриме. Не забывайте прожать лайк.